Григорий Тимофеев, либера номер 14 Нюргон Колодезников, либера номер 15 Степан Придяжников. Главный тренер Акаемов Семен. Представили стартовый состав обоих команд. Команда Среднеколымского улуса из группы А в группе А заняла 3-е место, а команда Узалданского улуса заняла в группе Д также 3-е место. В группе сборная команда Среднеколымского улуса встречалась с командой Мегино-Кангаласского улуса, проиграла 1-3, и Алекминского района проиграла со счетом 0-3. Команда Узалданского района встречалась с командой Северо-Восточного федерального университета, проиграла со счетом 1-3 и также проиграла сборной команде Ленского района со счетом 2-3. Победитель данной встречи будет играть за 9-е и 10-е место. Проигравшая команда будет играть за 11-12 место. Так что тоже есть мотивация у обоих команд. Потому что результат игр по волейболу среди мужских и среди женских команд тоже будет подсчитываться в общий результат. Каждое очко на счету, каждое командное очко. Узалданский улус вышел вперед. На подаче двенадцатый номер Григорий Тимофеев. Второй брейковый мяч выигрывает команда Узалданского улуса. Ошибается Григорий Тимофеев. Григорию Тимофееву 22 года, тоже высокорослый волейболист, 1,93 м, центральный блокирующий, 1-2. Застоялся на месте Геннадий Сазонов. Не успел на отлетевший от рук либера мяч. Очень хороший, практически мертвый мяч достал либера команды Среднеколымского района Айсен Батюшкин. Вторая ошибка подряд у узалданских волейболистов при подаче. Лидер команды Виталий Бандеров. Помог трос при подаче. Ошибается Виталий Бандеров. 4-3 в пользу команды Узалданского улуса. Егор Щербак подает эйс в исполнении Егора Щербак. Не справился с приемом либера команды Среднеколымского улуса. Блок в исполнении Максима Феоктистова. 6-3. И счет уже становится 6-3. Необходимо отметить, что из всех 13 артийских улусов сборная команда Среднеколымского улуса одна единственная, которая отобралась на данные спортивные игры.
Ну, эта команда ежегодно принимает участие в первенстве республики, несмотря на свою отдаленность до Среднеколымского улуса. Расстояние составляет воздушное более 1400 километров. Ну и, конечно, лидер команды, который сплачивает команду, это Сергей Лаптев. Очень хорошая поддержка со стороны главы муниципального образования Евгения Михайловича Слепцова. Не только волейбола, но и иных видов спорта. И нас, конечно, в большей степени интересует волейбол. Хочется сказать всем руководителям муниципальных образований, которые очень поддерживают данный вид спорта. Некоторые присутствующие даже приходят поболеть за свои команды. Это на соревнованиях, которые проходят в городе Якутске. Тем временем счет 7-7. Да, к сожалению, ошибается при подаче Андрей Бережнов. Но сейчас команды уже играют спокойно. Вчера определились полуфиналисты. В полуфинале будут играть сборная команда Алекминского района с сборной командой Амгинского улуса. И город Якутск будет встречаться с сборной командой Ленского района. Виталий Бандеров, блокаут. Восемь 8-9. Виталий Бандеров подключился с задней линии и выиграл 8 очко. Нюргун Тарасов, 5-й номер. Центральный блокирующий сборной команды Среднеколымского района. Мощнейший удар. После мощнейшего удара 12 номера игроки Среднеколымской команды оставили мяч в игре. И выиграли. 9-9. Заблокировали Владислава Ковалева. Поднимает мяч с задней линии. Сетку забивает блок Гусалданской команды. Да. Алексей Готовцев забивает сетку. Тарасов Нюргун продолжает подавать. Оставляет мяч в игре. Двенадцатый номер Григорий Тимофеев приносит своей команде 10-е очко. Владислав Ковалев. Хороший прием. Виталий Бандеров. На этот раз закрывает его от рук Алексея Готовцева. Мяч отскакивает на площадку сборной команды Среднеколымского улуса. Никто не смог подстраховать. Аут. Улетает мяч после подачи Владислава Ковалева. 11-11. Равная борьба. К сожалению, после подачи Вадима Бандерова мяч улетает в аут. Вадим Бандеров вчера выходил только на замену. Сегодня вышел в стартовом составе.
Григорий Тимофеев, один из лидеров команды Алданского Улуса, ошибается. Георгий Сазонов подает связующей команды Среднеколымска. Егор Щербак, 7-й номер, прошелся по пальцам. Мяч от рук блокирующих улетает далеко в аут. Алексей Готовцев. Силовая подача. Снова ошибаются команды. Сыграли прострел. Блок закрывает Владислава Ковалева. Аут. Ошибается мяч, пролетел за антенной. Оставили мяч в игре. Либеро возвращает на площадку Алданского Улуса. Замена в команде Среднеколымского района. Вот здесь не разобрались между собой либеро из Алданского района Улуса и Егор Щербак, номер 7. Простой переходящий мяч. Вышел на замену игрок номер 2 Валентин Давлетов. Брос. Немножко не хватило Андрею Бережнову перекинуть мяч через сетку. И счет становится 16-14. Волейболисты сборной команды Среднеколымского Улуса самоотверженно играют в защите. Нургун Тарасов, 5-й номер, центральный блокирующий команды Среднеколымского Улуса, приносит 15-е очко. Ровно в край боковой линии направляется мяч 17-15. Василием Вячеславом Афанасьевым. Ювелирная скидка. 17-15. Да, не справляется с приемом игроки сборной команды Среднеколымского Улуса. Ошибка при второй передаче. И счет становится 16-17. Нургун Тарасов. Отведенный мяч. Пас от либера. Виталий Бандера с третьей зоны. Владислав Ковалев выигрывает 18-е очко. Попал по пальцам Георгия Сазонова. Ошибается Владислав Ковалев. Замена в команде Среднеколымского района. Обратная замена. На площадку Выходит игрок номер на площадку, 4, возвращается на Валентин площадку Парилов. игрок номер 4 Валентин Парилов.
Это у нас 8-й номер Вадим Бандеров. Егор Щербак. Виталий Бандеров в третьей зоне атакует. Ошибается Вячеслав Афанасьев. Подключаясь с задней линии, попадает в трос. Счет сравнялся 18-18. К сожалению, Вадим Бандеров допускает ошибку. В общей сложности обе команды совершили 12 ошибок на подаче. «20-18». 20-18. Команда Усалданского улуса вышла вперед. Эйс. При счете 18-21 берет команда Среднеколымского района. Сергей Лаптев пока сидит на замене. Ну, конечно, если сравнивать две эти команды, конечно, команда Алданского улуса, она сильнее и имеет более большой игровой опыт. Хотя в команде Среднеколымского улуса есть игроки, проживающие в городе Якутске, выступающие в чемпионате города Якутска, участвующие в иных соревнованиях. Но Усалданская команда тоже практически участвует во всех крупных соревнованиях. Ребята также принимают участие в проводимых соревнованиях в городе Якутске, межрайонных соревнованиях. Георгий Сазонов. В поле попадает Егор Щербак. Высокорослый тоже волейболист, 1,91 м, прыгучий. Алексей Готовцев. Ошибается Валентин Парилов. 23-19. Исправляется с приемом Нюргун Тарасов. 24-19. И счет уже становится 24-19. Сетбол у команды Усалданского улуса. Двадцатое очко выигрывает команда Среднеколымского улуса. Немного не успел Владислав Ковалев. Аут. 25-е очко зарабатывает команда Усалданского улуса и выигрывает первую партию. 25-20 выиграла команда Усалданского Партия улуса. быстротечная. Потребовалось 20 минут усалданской команде, чтобы выиграть первой партии команду Среднеколымского улуса.
Вторая партия игры между командами Среднеколымского и Усалданского улусов. Первая партия закончилась со счетом 25-20 в пользу команды Усалданского улуса. Волейболисты Среднеколымского улуса в хорошем настроении. Конечно, да, все-таки спортивные игры — это в первую очередь спортивный праздник. Участие любой команды в играх четырехлетия — это большая честь. Быть отобранным, особенно быть отобранным командам в таких видах спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, в игровых видах спорта. Максим Феоктистов. Сборная команда Усалданского улуса выигрывает первое очко. Разыграли комбинацию. Запоздал крайне блокирующий с постановкой блока. Вышел на игру Сергей Лаптев, капитан команды Среднеколымского улуса. 2-0. Хороший удар в исполнении Вячеслава Афанасьева. Вчера Вячеслав Афанасьев, позавчера на площади не был в основном составе. Сегодня вышел в основном составе. В первой партии ошибаются при подаче Алексей Готовцев. 1-3. 1-3. Хороший прием. Подключается Егор Щербак. И счет становится 4-1. Доволен своими действиями Егор Щербак. Силовая подача
в исполнении его исполнения. Да, в полную силу приложился Егор Щербак к своей подаче. Ошибка у волейболистов Среднеколымского УЛУСа. Сергей Лаптев на подаче, нападении. Не смог остановить мяч Арсен 6-1. Батюшкин. Да, хороший нападающий удар. Успевает на этот мяч Максим Феоктистов. 1-7. Тайм-аут команды Среднеколымского района. Вовремя выпрыгнул Максим Феоктистов на пас своего связующего. И при счете 1-7 тайм-аут берет команда Среднеколымского УЛУСа. Семь-1. Егор Щербак на подаче. До этого он подавал уже 3 раза. Это 4-я подача его. Виталий Бандеров атаковал с 3-й зоны. Сергей Лаптев. К сожалению, ошибается Сергей Лаптев. Мяч улетел в аут. Силовая в исполнении Егора Щербак. Оставляет мяч либеро команды Нюргун Колодезников. Подключается со 2-й зоны Вячеслав Афанасьев. Переигрывает блок Сергея Лаптева и выигрывает очко. Эйс в исполнении Егора Щербак. Заблокировали Сергея Лаптева. Счет уже стал 11-1. Подает в сетку Егор Щербак. Спасают мяч среднеколымские волейболисты. Ну и снова Вячеслав Афанасьев в действии. Замена в команде Среднеколымского района. Вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 8 Вадим Бандеров. На площадку в среднеколымской команде вышел игрок номер 8 Вадим Бандеров. Максим Феоктистов на подаче. Егор Бандеров атакует. Ошибку зафиксировал первый судья 3-12. у игроков у Салданской сборной.
Очередное очко выигрывает Вячеслав Афанасьев. 13-3. И счет стал 13-3. Андрей Бережнов нападает со второй зоны. Выигрывает очко для своей команды. Извиняюсь, все-таки мяч попал в аут. Ошибается в приеме Андрей Бережнов. 15-3. От блока мяч взмывает вверх 16-3. и попадает в площадку Черниколымского, игроков Черниколымского Луса. 16-3. Только ошибкой подающего Вячеслава Афанасьева пришлось сняться игрокам Черниколымского Луса. Вадим Бандеров подает. «17-4». 17-4. Николай Неустроев на ваших экранах. Блок в исполнении Виталия Масленникова. 18-4. И счет уже становится 18-4. Хотел перехитрить блок Андрей Бережнов, но не получилось. Мяч перелетел через сетку и снова был адресован на Масленникова. Но здесь Егор Щербак неудобный мяч по высоте сбрасывает от блока в аут. Девятнадцать 4. Аут показывает судья. Хороший прием. Энергун Тарасов сокращает разрыв в счете. 5-20. Выигрывает пятое очко. Да, это самый большой счет, большой разрыв в счете между командами на данных соревнованиях. Виталий Масленников, вышедший на замену, выигрывает очко для 21-5. усолданской команды. 21-5. Отскочивший от сетки мяч проваливается перед Вячеславом Афанасьевым. Андрей Бережнов. Максим Феоктистов, центральный блокирующий, приносит 23-е очко своей команде. 22 очко своей команде. Готовится подать Алексей Готовцев. Силовая подача. Хорошо приложился.
Там не в темп попадает Вячеслав Афанасьев. Поэтому скидывает мяч за блок. 6:23. Тайм-аут команды Среднеколымского района. При счете 6:23 тайм-аут берет команда Среднеколымского УЛУСа. Алексей Готовцев, номер 1, связующий команды Среднеколымского УЛУСа. Силовая подача в его исполнении. Максим Феоктистов. Закрывают блоком Валентина Парилова. 24-6. Сетбол. Ошибается Алексей Готовцев. 7-24. 7:24. Егор Щербак ставит точку во второй партии. Со счетом 25-7 выиграла команда у Салтанского УЛУСа. Со счетом 25-7 выигрывает команда у Салтанского УЛУСа. Общий счет в партиях 2-0 в пользу команды у Салтанского УЛУСа. Партия также продлилась буквально 20 минут. Да, разгромный счет во второй партии.
Третья партия между командами Среднеколымского Улуса и Усалданского Улуса. Счет в партиях 2-0 в пользу команды Усалданского Улуса. Хороший прием. Замена произошла в команде Среднеколымского Улуса. Вместо игрока номер 6 Георгия Сазонова, связующего команды, вышел Валентин Давлетов под номером 2. Вчера Валентин Давлетов выступал в амплуа либера, сегодня в амплуа связующего. Широкий спектр. Вот, с вашему вниманию, показывает Валентина Давлетова. Эйс! В исполнении Валентина Давлетова. 2-1. Не справляется с приемом Николай Неустроев. На этот раз прием. Нет, к сожалению, снова ошибается Николай Неустроев. Посылает мяч в аут. Хороший прием. Егор Щербак. Ошибка при второй передаче у игрока Среднеколымского Улуса. Егор Щербак перекидывал мяч через сетку в стиле Нгапета. Не получилось. Мощная подача в исполнении Алексея Готовцева. Аут. Вторая подача в исполнении Алексея Готовцева улетела в аут. Сборная команды Среднеколымского Улуса вышла вперед. 4-3. Зачехлили Вячеслава Афанасьева. Андрей Бережнов в 1-1 расправился с Вячеславом Афанасьевым. Ошибается, к сожалению, Виталий Бандеров. Вчера он подавал силовые подачи. Тоже неплохо получалось. Заступ в линии у Егора Щербак. 6-4. Надо волейболистам среднеколымской команды максимально вдоволь поиграть. Когда еще они могут сыграть на таких крупных соревнованиях? Следующие крупные соревнования только через 4 года. В этом году уже крупных соревнований по волейболу среди мужчин не намечается. Это первенство проведено, чемпионат республики тоже. Может только Кубок Федерации волейбола. Сравнивают счет усалданские волейболисты. 6-6. Счет.
выиграл 6-е очко. Андрей Бережнов выигрывает 7-е очко. Не ждал этот мяч Вячеслав Афанасьев. Низковат мяч. Вячеслав Афанасьев выигрывает 7-е очко, сравнивает счет 7-7. Справляется с приемом Валентин Парилов. 8-7. И счет становится 8-7. Вячеслав Афанасьев, связующий, активно подключает Вячеслава Афанасьева. Со всех зон. Ошибается Валентин Давлетов. Замена в команде Среднеколымского района. Вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок номер 6 Георгий Сазонов. Георгий Сазонов возвращается на площадку. Основной связующий команды Среднеколымского района. Блок Тимофея Григорьева увеличивает 11-7. разрыв в счете. Да, низковат был мяч для Нургуна Тарасова. Достает мяч в защите. Несильная атака в исполнении Вадима Бандерова, но зато результативная. Нургун Тарасов. Эйс в исполнении Нургуна Тарасова. 9-11. Двенадцатый номер Григорий Тимофеев, 1,93 м, 22-летний волейболист. Отыграл для своей команды 12-е очко. Не успевает на этот мяч Георгий Сазонов. Справляется с приемом Нургун Тарасов. 13-9. Вадим Бандеров атакует. И Григорий Тимофеев приносит 14 очко. 9-14. Тайм-аут команды И при счете Среднеколымского района. 9-14 тайм-аут берет команда Среднеколымского УЛУСа.
Активно дискутируют игроки страны Колымского улуса. Но это очень хорошо. Ребята, несмотря на проигрыш в двух предыдущих партиях, настроены только на победу. Выходят на площадку играть, выигрывать очки. — 14-9. Прием. Виталий Бандеров. Да, к сожалению, мяч улетает в аут. 15-9. Неудобный был прием для связующего. И снова практически без траектории, о чем он и показывает. Георгий Сазонов выше практически с груди осуществлял передачу Виталию Бандерову. Вот такой траектории должен быть прием. Ошибку зафиксировал первый судья. Замена в команде Среднеколымского района. Вместо игрока номер 8 на площадку выходит игрок номер 10 Игорь Тырылкин. Да, ошибается при второй передаче Григорий Тимофеев. Игорь Тырылкин, 19-летний игрок. 17-10. Григорий Тимофеев, к сожалению, ошибается Григорий Тимофеев. 11-17. Аут после удара Егора Щербак. Да, много ошибается тоже Егор Щербак при нападении. Очень высоко прыгучий волейболист. Очень высоко хватает мяч. Пробивают блок Нюргун Тарасов. Нет, у нас Валентин Парилов пробивает блок. Виталий Масленников, вышедший на замену, забивает 18 очко. Алексей Готовцев. Стабильная подача у него сегодня. Силовая. 19-13. Аут. Остается мяч в игре. Да, не доводится мяч до связующего. Остались бессильные атаки. Колымские волейболисты. Валентин Парилов. Блокаут. Сам же пошел подавать Валентин Парилов.
ждал этот мяч Андрей Бережнов. 16-20. Счет становится 16-20. Хороший прием. Передача на Вячеслава Афанасьева. На Виталия Масленникова. Подключается в третьей зоне Виталий Масленников и приносит команде своей 21-е очко. Виталий Масленников вчера отдыхал. Пару раз выходил на замену. Вау, попадает, посылает мяч Игорь Тырылгин. 22-16. Но молодец, не побоялся двойного блока. Осуществил нападающий удар. Сетку задевает Андрей Бережнов. Ведь чересчур близко к сетке передача была. 23-16. 23-16. Оставляет мяч Нергон Тарасов. Давай ошибку зафиксирует судья. 24-16. И мяч переходит на сторону команды Солданского Улуса. Первый матчбол. Ошибается Нергон Тарасов. И 25-е очко выигрывает команда Солданского Улуса. И выигрывает общий счет в партиях 3-0. Поздравим команду Солданского Улуса с победой. Она будет теперь биться за 9-10 место. А команда Среднеколымского Улуса будет встречаться за 11-12 места. В 12:00 сыграют команды Татинского Улуса и Горного Улуса. Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам.
Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение! Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах: бордовый, светло-серый и темно-синий, а также в классических черном и белом цветах. Светло-серый идеально дополнит современный повседневный образ. Бордо подойдет ярким, энергичным женщинам, предпочитающим более элегантный стиль. Темно-синие или серые идеально впишутся в мужской гардероб, а черные или белые – это нестареющая классика, которая будет уместна в любом образе. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Подошва кроссовок амортизирует при ходьбе. Эффект достигается благодаря особому вспененному материалу, из которого она сделана. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Закажите кроссовки «Комфорт» на лето себе и своим близким. Благодаря тянущимся свойствам верха, летние кроссовки «Комфорт» подойдут на ногу любой полноты. В летних кроссовках ваша походка станет более легкой и быстрой. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Будьте спокойны, если у вас широкая нога или высокий подъем. Кроссовки удобно сядут на любую ногу благодаря эластичности материала. Кроссовки «Комфорт» совершенно невесомые. Купив кроссовки «Комфорт», вы сразу оцените эту невероятную легкость в ногах. Сделайте заказ прямо сейчас. Красиво? Да, но главное, очень комфортно. Ведь в летних кроссовках не только удобная гибкая подошва, эластичный верх, но еще и дышащая стелька, что особенно важно в жаркую погоду. Кроссовки «Комфорт» стираются в обычной стиральной машине. Они легко очищаются, быстро сохнут и не теряют форму. Вы можете купить эти кроссовки не только себе, но и в подарок. Вам просто нужно знать размер. Это идеальная дистанционная покупка. Наши кроссовки садятся на ногу любой полноты и подъема. Эта универсальная модель подходит и мужчинам, и женщинам. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Звоните прямо сейчас. Предложение ограничено. Себерде ардағы түспету
Suruja subuhaan lyhennän köppytyyn sairaan. Sarda gün sağalanna John oloğun gömüsker Dübükke durunnum Mangan kalatağan yav Kahanlere emton bilimi Müterer gerep bir anda gargın öre dudam Mangan kalatağan yav Olo bıstidin salgıdın Dikki girdi ikki ardı Dile görpüz karakterler Östet kahanda erel kılma Erel kılma
қалада аню жолым үрдік анам атын сүрген сылдырдың өйдөқтері қахан әмә маңын қалаттағанда олақ бістетін сауыды өлер тиллер икки арты иле көрдүт қарақтаргар өспөт қағанда эрел кыйма
Что хотелось бы сказать? Пусть окончание какого-либо этапа в жизни всегда будет началом чего-то нового и большого. Давайте держаться вместе, и у нас обязательно все получится. На часах 00. 10, Я старше, 9, ты пришел 8, 7, 6, надо бы 5, собрать 4, руки. 3, Меня 2, сегодня 1, на часах 00. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Даю 5 минут на сбор. Выходи, я жду тебя внизу. Ну хотя бы раз в год оставим всю суету дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза. Если вместе, то до конца. Я сжимаю крепко ладонь. Знаешь, что я весь головой. Разговорами у костра мы проводим малый закат. Гоним дальше целой толпой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Вместе со старым хламом ненужным в начале 5-го, кажется, я отнесла разбитые чувства, чтобы опять не пораниться. Там, где была лишь сажа да копоть, теперь остался огромный пробел. Не согласилась забрать только опыт, но эту боль не оставлю себе. Я слишком гордая и не вернусь назад. Я слишком ранена, но мне так хочется жить. Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать. Пора взлетать, это мой фирменный стиль. Все вымыла, довела, а теперь дела. Ты не сломал
решит нас вдруг поменять местами. И обещав подарить тебе сердце, я протяну лишь холодный камень. Ты будешь лежа на кафеле ночью глотать снотворные отопели. Ты будешь так же любить меня точно и так же точно меня ненавидеть. Я слишком смелая, чтобы свернуть с пути. Я слишком предана, чтобы кого-то любить. Я слишком сильная, чтобы себя не спасти. Прощай, прости, ведь мне так хочется жить. Все вымыла, довела и была не была. Ты не сломал, мне еще есть о чем помечтать. Хотя любовь измотала и довела. Эта любовь миг накрыла, но схлынула. Мне говорили, дура, не реви, не реви. Тебя пулю, а ты о любви, о любви. Какая там любовь, ведь у него не болит. Моя душа в море, а его на мели. А я кричала, как он может так, черт возьми. Если записала, набери и поговори. И словно птица феникс, на что устала молить. Чтобы воскреснуть, нужно испепелить. Халжайыга чагдага кеңнелемен аласка кематарар сыласка келбем ене санам кыма орунайым төрүт дойдум онно күтер сахамыла ахтылганым үрдүк жолум онно күтер сахамыла ахтылганым үрдүк жолум баян айдах дойду бар бараммадым булт бая күн айман агыктым көк калланын туруя келбем эле санам кыйла орунайым төрүт дойдум ондо күтер сахамыла ахтылганым үрдүк жолум ондо күтер сахамыла ахтылганым үрдүк жолум. Манна баллар көн туттар чулуу жоммут Раиса, Августина, Тарахаппыт, Данилаптар, тусту голан кантояктар, уруйжут вохукап, нарын далбар фотуттар, сахалартан сарыннар. Манна маны улус бар, мен дойду бар, горнай бар. Унар тунар сине бер, утуй буттар очостар, маса үрек үрдүгер, чагыл хайдар сулустар, келбем эле санам кыйма, орунайым төрүт дойду, онно күтер сахамыла ахтылган
Кырсы бүткәннәргә мине яғы көрдүбүн хаттантылар сибекке әреккәс кыз керетие Юғуң бирде Йөрөкөтө турары Жиктитик иминкее Өссө тупсан келере Омунактык пурахан Эдердон мор ейеребе Ологинин нырава Сылан ейен йөреребе Эти курдук силлее ирсибите болумок Жүктикеми актыга Үмүт курдук санага Кырсы бүткәннәргә Мине яқы көрдүбүн Хаттантылар сибекке Әреккәс кыз керетен Омунактык пурахан Эдердонно ейеребе Ологинин нырава Сылан ейен йөреребе Омунактык пурахан Эдердонно ейеребе Ологинин нырава Сылан ейен йөреребе Омунактык пурахан Эдердонно ейеребе Ологинин нырава Сылан ейен йөреребе Олоқтықсын сүйгері, елде бәдір күйгері, мен кірәгі оңочом, ұста тұрар ұғынук, ары дәрі әксейен, очырдарға оқсылан, мұнартенер күннер бері, мегін кістән бар gün.
пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и станцию унесет. Никто не узнает, куда пропадали. Мы пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня опьянила луна. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и станцию унесет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и станцию унесет. Где бы ты не был, с кем бы ты не был, небо поможет нам ярким рассветом. Все, что захочешь, тебе подарю. Музыку, света, море, волну. Давай отложим с тобою дела. Музыка двигает наши дела. Сердце пронзила пчела. Я полюбила тебя. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и станцию унесет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и станцию унесет. Вырубай яркий свет, громче делай это ты. Диско, танцы, полетусь, чтоб району не спалось. Вырубай яркий свет, громче делай это ты. Диско, танцы, полетусь,
старший прапорщик Малинка. Кто тут Хабиб? Я. С вещами на выход. Хабиб, Родина не ждет. Alaska kirer artıkka Naskıya ümmet arxadın Namçıla bağынан dalbadı Körüstüm megen verpüttü Сыняна түйім күліккер Сөпсәрін ясын кырыскар Оғысағын күнді кәмен Уядыя ақтық Әбәм өрәккеті лабаға Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдә чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Ақтылғамын тахарамын Манна кәлән турабын Әбәм өрәккеті лабаға Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдә чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Ақтылғамын тахарамын Манна кәлән турабын Бұсолыстың әбәбінен Жайжан көрді барар бүк Қаянда манна күліккер Сынянан ар болар бүк Кыракыяғыя тұтамын Кып-кығыл жажаны үргүрім Ардығарлығы сырсамын Алағы бір гына сүрерім Әбәм өрәккеті лабағар Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдәк чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Ақтылғамын тахарамын Манна кәлән турабын Әбәм өрәккеті лабағар Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдәк чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Ақтылғамын тахарамын Манна кәлән турабын Әбәм өрәккеті лабаға Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдәк чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Ақтылғамын тахарамын Манна кәлән турабын Әбәм өрәккеті лабағар Салама ұйыр болара Қылбамаңан бәйәғин Имәрие куғара Себепдәк чумпу суғыну Әбәм саңатығар қолуғын Әбәм саңатығар Alaska ümmet arxadın Әбәм мүссінің саңатар Оғысағым күндік әмен Уядыя ақтапын
İstebet balada, istebet bala, istebet balada, istebet bala, istebet balada. Kere süttükte kurduk bun, eğin bu kadın bilbepin. En buhan toyukta tulugun, miniremim müddet yebepin. Уважаемые телезрители, вторая встреча сегодняшнего соревновательного дня между командами Татинского ЛУСа
и Горного Улуса. Первая встреча состоялась между командами Среднеколымский Улус и Усалданский Улус. 3-0, со счетом 3-0 выиграла команда Усалданского Улуса. Семен Афанасьев. Первая категория. Город Якутск. Второй судья Геннадий Назаров. Вторая категория. Амга. Судьи на линии Гаврил Захаров, Влад Герасимов. Секретарь матча Аэлита Иванова. Вторая категория. Город Якутск. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский. Первая категория. Город Якутск. Представили судейскую бригаду, которая будет обслуживать данную встречу. Приглашается стартовый состав команды Татинского Улуса. Номер 1 Сергей Голоков. Номер 3 Денис Слепцов. Номер 5 Янсон Докторов. Номер 7 Ян Попов. Номер 9 Руслан Давиденко. Номер 18 Иван Потапов, капитан команды. Номер 17 Николай Находкин, либеро команды. Главный тренер Иван Курмин. Вам представили стартовый состав сборной команды Татинского Улуса. Стартовый состав команды Горного Улуса. Номер 6 Сарглан Яковлев, капитан команды. Номер 4 Виктор Лукин. Номер 10 Олег Николаев. Номер 2 Евген Наумов. Номер 8 Анатолий Егоров. Номер 3 Сергей Амосов. Номер 1 Афанасий Кузьмин, либеро команды. Главный тренер Владислав Слепцов. Представили основной состав сборной команды Горного Улуса. Изменений в составах, основных составах нет. Главные тренеры выставили на данную встречу основные составы, игравшие 6, 4, 5, 6 июля. Думаю, то, что будет интересная встреча между обеими командами. Напомню, как продвигались по турниру данные команды. Татинская команда выступала в группе «Б». Выиграла Черепчинскую сборную со счетом 3-1, но со счетом 0-3 проиграла сборной команде Намского Улуса. Команда Горного Улуса играла в группе «С», проиграла команде Амгинского Улуса со счетом 0-3 и сборная города Якутска со счетом 1-3. Победитель данной встречи будет играть за 9-10 место, а проигравшая команда будет играть за 11-12 место. С командой, сборной командой Среднеколымского Улуса. Первая партия началась. Первое очко выиграно командой Татинского Улуса. Основной доигровщик Руслан Давыденко выигрывает второе очко. Мощным нападающим ударом. Мяч пролетел между блоком и антенной. Попал в аут. Руслан Давыденко. 1-1 отсчет. Не смог поднять мяч Виктор Лукин в защите. 2-1. Еще становится 2-1. Денис Слепцов. В аут посылает мяч Денис Слепцов. 2-2. Средний возраст
команды Татинского Улуса составляет 20 лет. Это очень молодая команда, участвующая в данных соревнованиях. Ну а средний возраст команды Горного Улуса 28 лет. Но это уже более возрастная команда. Тем временем счет становится 3-2 в пользу команды Горного Улуса. Сергей Голоков подключается с задней линии, выигрывает 3-е очко и сравнивает счет партии. Иван Потапов, капитан команды Татинской, цепляет блок мяч. Мощный акцентированный удар у Руслана Давыденко. 4-3. 4-3. Иван Потапов продолжает подавать. И снова подключается к атаке с задней линии Сергей Голоков. Приносит очередное очко. Хорошая подача. Ошибается лидер команды Горного Улуса Саргалан Яковлев. Хотел перебросить через блок, но попал в трос. 6-3. Эйс в исполнении Ивана Потапова. При счете 3-7. Команда Горного Улуса берет тайм-аут. Команда Татинского Улуса, несмотря на свой возраст, очень амбициозная, всегда нацеленная на победу. Игроки играли в юниорских сборных, выступали в первенстве республики, в чемпионатах республики среди юниоров. Играли в отборочных соревнованиях Дальневосточного федерального округа. Лидер команды — это Сергей Голоков. Это тоже лидер команды Иван Потапов, капитан команды. Не стал рисковать после перерыва. Виктор Лукин, основной доигровщик сборной команды Горного Улуса, приносит 4-е очко. Ошибается связующий команды Татинского Улуса. Да, очень была низкая траектория принятого мяча. 5-7. Аут. Улетает мяч после подачи Виктора Лукина. 8-5. Немного не доводится мяч. Саргалан Яковлев. Ошибка при постановке блока татинских волейболистов. Задевает сетку Янсен Докторов. Связующий команды на подаче Олег Николаев. Сергей Попов. Сергей Голоков.
Извиняюсь. В аут. На этот раз улетает мяч. Олег Николаев. Саргалан Яковлев отрабатывает по переходящему мячу и выигрывает 8 очко. Резкая скидка во вторую зону. Аут. 4 мяча подряд выигрывает команда Горного Улуса. Еще раз адресованный мяч Янсену Докторову. В аут улетает мяч после нападения Саргалана Яковлева. Ян Попов. И снова Саргалан Яковлев выигрывает очко. 10-9. Очко в очко идут команды в этом игровом отрезке. Скидка со второй задней линии в исполнении Руслана Давыденко. Не успевает на этот мяч Олег Николаев. Счет сравнялся. 10-10. Хорошая подача в исполнении Янсена Докторова. Сергей Голоков. Блокаут. 11-10. По пальцам рук Саргалана Яковлева попадает Сергей Голоков. И мяч улетает в аут. Эйс очередной у игроков Татинской команды. 12-10. Сергей Голоков, не успевая на этот мяч, сбрасывает левой рукой в четвертую зону и выигрывает 13 очко. Оставляет мяч в игре лидер из татинской команды. Ну и при повторной атаке татинские волейболисты 11-13. Замена команде ошибаются. Мяч улетает в аут. Замена в команде Татинского Улуса. Вышел игрок под номером 23 Олег Малышев. Вчера тоже выходил на замену. Саргалан Яковлев. Сергей Голоков извиняется перед игроком. Проявляет уважение к своему сопернику Олегу Николаеву. Очень дружелюбный
жест со стороны Сергея Голокова. Арглан Яковлев пасует в 4-ю зону. Сетки касается игрок 12-14. татинской команды. При постановке блока Сергей Амосов. Ошибается Иван Потапов. 12-14. И счет сокращается до 1 очка. Остается мяч в игре. Сергей Амосов доводит до связующего. Не готов к нападающему удару Виктор Лукин. Ошибается Денис Слепцов, нападая из 3-й зоны. И счет стал уже 14-14. Денис Слепцов исправляет свою предыдущую ошибку, 15-14. добивает мяч и выигрывает очко. Вовремя предложил себя связующему. Успевал на этот мяч Сергей Голоков, но немножко 15. по высоте не получилось подбить мяч. В поле попадает мяч после подачи Анатолия Егорова. 15. И команда Горного Улуса выходит вперед. Очередная ошибка у волейболистов Татинского Улуса. 17-15. «17-15». На этот раз Олег Малышев принимает мяч, прямо падающий на линию площадки. 16-17. Ошибается Иван Потапов. 18-16. Виктор Лукин. Подключает к нападению Яна Потапова. Яна Попова. Иван Потапов. И счет становится уже 17-18. Оставил мяч в игре Сергей Голоков. И 18 очко выигрывает Сергей Голоков. 18. Не справился с приемом сильного нападающего удара Сергей Амосов. И мяч улетел в аут. Ответка в исполнении 2-го номера команды Горного Улуса от Эркюна Наумова. 19-18. Олег Николаев подает. Хороший прием. Никто не постраховал на задней линии Сергея Голокова. И мяч попадает обратно в площадку. Команде Татинского Улуса.
от рук блокирующего Эркена Наумова. 20-18. И при счете 18-20 перерыв. Вперед команда Татинского Улуса. Турнин Иван советует своим подопечным, чтобы они совершали меньше ошибок. Подбадривает Яна Попова. И снова грубая ошибка у татинских волейболистов. 21-18. Мяч после подачи Олега Николаева падает в поле. Сергей Голоков перекидывает аккуратно блок и выигрывает 19 очко. Ян Попов на подаче. Сергей Амосов. И снова ошибка Ивана Потапова. 22-19. Касается сетки Иван Потапов. Номер 2 на площадку выходит игрок Извиняюсь, номер 5. это не Иван Потапов. Аял Сабин. Блокирующий игрок Татинского Улуса задел сетку. И счет становится 22-19. И снова ошибка у игроков татинской команды. Третья подача 23-19. уже падает на площадку татинской команды. И разрыв увеличился до 4 очков. Аут. Улетает мяч. 20-23. Олег Малышев на подаче. Подключается к атаке Виктор Лукин. 8-й номер Анатолий Егоров сбрасывает 24-20. мяч в пятую зону. Выигрывает 24 очко. Первый сетбол у команды Горного Улуса. Не согласен с этим Сергей Голоков. 21-24. Ошибается Сергей Голоков. В самом ответственном моменте. Первую партию со счетом 25-21 выиграла команда Горного Улуса. Счет в партиях 1-0 повела команда Горного Улуса. Мало ошибок совершили команды при подаче.
Прозвучал свисток. Судья пригласил команды выйти на поле. Виктор Лукин, Горный Улус, на подаче. Хороший прием. Ян Попов. Очень высоко выпрыгнул. 1-0. Ян Попов, 20-летний волейболист, 1,88 м, центральный блокирующий. Эйс в исполнении Яна Попова. 2 очка записывает в свою пользу Ян Попов. Успел среагировать на переходящий мяч Руслан Давыденко. 3-0. И третье очко выигрывает команда Татинского Улуса. Иван Потапов сбрасывает мяч. 4 тайм-аут команде Горного Луса. И выигрывает 4-е очко. При счете 0-4 тренер сборной команды Горного Луса берет тайм-аут. Тяжело начинает вторую партию команда Горного Улуса. Проиграла подряд 4 очка. Посмотрим, что будет после перерыва. Ян Попов продолжает подавать. Сарглан Яковлев. И снова блокирующие татинской команды выигрывает очко. 5-0. Это у нас Руслан Давыденко. 5-0. Хороший высокий прием. Оставляют мяч в игре. Руслан Давыденко не стал нападать. Сарглан Яковлев. Блокаут. И первое очко зарабатывает команда Горного Улуса. 1-5. Олег Николаев на подаче. Руслан Давыденко. Немного был отведенный мяч. 6-1. Справляется с нападающим ударом Руслан Давыденко. Иван Потапов. Хорошая подача. И снова Руслан Давыденко. Пробивает блок. 7-1. Ошибается Иван Потапов на подаче. 2-7. 2-7. Волну играют игроки татинской команды. Мощно сыграли
8-2. Хорошая, эффективная, результативная комбинация. Украшает дан волейбол. Девятое очко выигрывают волейболисты Татинского Улуса. Сергей Голоков. Целенаправленно подавал именно в край первой зоны Руслан Давыденко. Но, к сожалению, мяч улетает в аут. Саргалан Яковлев подает. Мяч улетает тоже в аут. Обмен любезностями у обеих команд. 10-3. Разрыв 7 мячей сохраняется. Денис Слепцов на ваших экранах. Замечание делается игрокам, запасным игрокам Татинской команды. (10-3). Денис Слепцов на подаче. Хороший мяч достает сетку. Касание сетки показывает судья. 4-10. Да, Олег Малышев касается сетки. Хорошая подача в исполнении Сергея Мосова. Не справляется в защите игроки команды Татинского Улуса. После нападающего удара Яна Попова. Еще становится 11-4. Олег Малышев на подаче. Прием. Виктор Лукин. Срывается мяч с руки Виктора Лукина. 4-12. Тайм-аут в команде Горного Луса. При счете 5-12. Второй тайм-аут берет команда Горного Улуса. Застоялись игроки Горного Улуса во второй партии. Не получается у них с приемом. И как следствие недоведенный мяч до своих доигровщиков. Олег Малышев, 18-летний игрок, 1,82 м рост, готовится подать. Сетку задевает Анатолий Егоров. 13-4.
И счет уже становится 13-4. Очень существенный отрыв. Закрывают Виктора Лукина. И 15 и 14 очко зарабатывает команда Татинского Улуса. Хороший, грамотный блок выстроили волейболисты Татинской команды. И выиграли 14 очко. Стабильно подает Олег Малышев. Лукин Виктор пробивает блок. Счет становится 5-14. Между рук Яна Попова попадает мяч и улетает в аут. Вовремя сориентировался Иван Потапов по переходящему мячу. 6-14. 6-14. Хорошо приложился Сергей Голоков. 15-6. И выигрывает 15 очко. Сергей Голоков, 19-летний доигровщик, 1,81 м. Основной доигровщик команды Татинского Улуса. К сожалению, 7-15. мяч улетает в аут. Покидает площадку Саргалан Яковлев. На площадку выходит вместо него Григорий Румянцев под номером 12. Прием от Руслана Давыденко. А нападающий удар в исполнении Яна Попова. Сам подает, пошел подавать Ян Попов. Не прощает такие мячи Руслан Давыденко. 17-7. 17-7. Успевает подстраховать своих блокирующих Олег Малышев. Но и ошибается при нападении Сергей Голоков. 8-17. Хороший прием. Денис Слепцов выигрывает очередное очко. 18-8. 18-8. Чуть-чуть немножко по высоте мяч низковат. Возвращается на площадку Янсон Докторов. Эйс в исполнении Ивана Потапова. Замена команде Горного Луса. Вместо игрока номер 3 на площадку выходит игрок номер 5. На площадку выходит игрок номер 5. Аял Савин. Аял Савин. Заменил он Сергея Амосова, игрока под номером 3. И доверили же сразу связующий Аялу 28. Аялу Савину. К сожалению, он попадает в блок. Артем Григорьев. Еще становится 29 в пользу команды Татинского Улуса.
Ошибается Иван Потапов. 9-20. 9-20. Эркен Наумов, молодой игрок татинской команды, команда из Горного Улуса. Не справляется с его приемом 20. Сергей Голоков. Еще остается 10-20. Разрыв 10 очей сохраняется. Руслан Давыденко. Виктор Лукин. Сергей Голоков оставляет мяч в игре. Янсон Докторов сбрасывает мяч 21-10. и выигрывает 21 очко. Снова опять Виктор Лукин. Подключался со второй 22-10. задней линии. Трос в сетку попадает мяч после его нападения. 22-10. Хороший целенаправленный удар 11-22. в исполнении вышедшего на замену 12 номера Григория Румянцева. Мяч попадает в край лицевой линии пятой зоны. Касается сетки 12-22. 10 номер татинской команды. Вышедший на замену это у нас Артем Григорьев. 12-22. Ошибка Григория Румянцева. 12. Конечно, волнение присутствуют. Хороший удар в исполнении доигровщика татинской команды. И мяч от рук улетает до потолка. Крест разыграли татинские волейболисты. Данная комбинация принесла 24 очко. Янсон Докторов. 24 очко у команды Татинского Улуса. Первый сетбол. К сожалению, ошибается Янсон Докторов. 14-24. Замена команде Татинского Улуса. Разрыв Игрока 10 мячей номер 5 сохраняется номер 23. до конца партии. Вышел на площадку Олег Малышев под номером 23. А это у нас Анатолий Егоров готовится к подаче. Высокая траектория подачи. Сергей Голоков. Вторую партию со счетом 25-14. 25 очко выигрывает Татинская Улуса. Счет в партиях 1-1. Замена площадок. Легко выиграли вторую партию игроки сборной команды Татинского Улуса. Резерв имеется.
Команды вышли на площадку. Начинаем третью партию между командами Горного Улуса и Татинского Улуса. Счет в партиях 1-1. Первый судья встречи Семен Афанасьев. Лидер команды Татинского Улуса Сергей Голоков. Номер 1. Сергей Мосов нападает. Простой переброс в исполнении Руслана Давыденко. Лукин Виктор закрывает Лукина Виктора, блокирующие команды Татинского Улуса. И выигрывают первое очко в третьей партии. Вау, улетает мяч после подачи Сергея Голокова. 1-1. Эйс в исполнении Сергея Мосова. 2-1. Рассчитал высоту потолка Сергей Голоков. Счет становится уже 3-1. Ян Попов выигрывает второе очко. 2-3. Очень хорошая атака в исполнении Яна Попова. Затяжной прыжок. Оставляет мяч после удара Ивана Лукина. Все равно мяч улетает в аут. Да, не успел достать, подбежать к этому мячу Иван Потапов. Прием. Хорошая, эффективная скидка Ивана Потапова. 3-4. Связующая изредка использует скидку при хорошей доводке. Иван Лукин. Очень низкая передача в его адрес. Но это, конечно, сказывается качество приема. Закрывают блокирующие 5-4. Гаврила Власова.
И уже команда Татинского Улуса выходит вперед. Подключается к атаке Виктор Лукин. Немного не хватило высоты у Олега Малышева, чтобы заблокировать Виктора Лукина. Еще становится 5-5. Хорошая подача в исполнении Виктора Лукина. На авось нападал Олег Малышев. Попал в трос. 6-5. Чаша весов качнулась в сторону Горного Улуса. Да, неудобная передача для Руслана Давыденко. 6-6. Доигровщик не растерялся. От блока послал мяч в аут. 6-6. Сарглан Яковлев перемудрил лидера команды и проиграл 7-е очко. Сергей Голоков надежно сыграл в этой ситуации, несмотря на двойной блок. Мяч перекатился, провалился между руками блокирующих и сеткой. 7-7. Сарглан Яковлев посылает мяч в аут. 8-7. Да, мяч даже коснулся антенны. Денис Слепцов на подаче. Олег Малышев сбрасывал мяч, еле-еле успел. 9-7. Команда Татинского Улуса выигрывает 9-е очко. Продолжает подавать Денис Слепцов. В поле попадает мяч. Десять 7. Ошибка готова была у игроков. У игрока Татинского Улуса. Продолжает подавать Денис Слепцов. Передача была адресована команде Горного Луса. Эркену Наумову. Не справился с данной передачей. И при счете 7-11 перерыв берет команда Горного Улуса. Повторю слова игроков Горного Улуса. Они говорят, что при хорошем приеме пропадает пас. Это оно так и есть. Это не только у них, а в целом в волейболе. Подключают Руслана Давыденко.
Амосов с задней линии. 13-7. Пайп сыграли игроки Татинской команды и выиграли очередное очко. Хорошая результативная комбинация. Сергей Амосов. Трос атакует Сергей Амосов. 13-7. Сарглан Яковлев обыгрывает блок. Блокирующие закрывали линию. Аркадий Наумов, второй номер, молодой игрок в команде Горного Улуса. Ошибка при второй передаче. 9-13. Достает этот мяч Ян Попов. 14-9. Хороший нападающий удар в исполнении Яна Попова. Сегодня Олег Малышев вышел в числе основного состава сборной команды Татинского Улуса. Надежно играет в этой встрече. Не разбираются игроки Горного Улуса. При счете 9-15. Тайм-аут. И счет становится уже команды Горного 9-15. Поникли игроки команды Горного Улуса. Вчера был очень мощный боевой настрой у этой команды, особенно когда они играли против команды города Якутска. Вытащили одну партию. Игра была очень интересной, динамичной. Но сегодня, конечно, день четвертый. Вот, наверное, игроки подустали. 10-15. 10-15. Снова ошибаются при постановке блока игроки Горного Улуса. 16-10. Сергей Голоков. Вау. 17-10. Атакует Сергей Амосов. Ну а Сергей Голков продолжает подавать. Хорошая подача. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Мощно приложился к этому удару. Да. Был на месте 17-й номер либера команды, но не смог смягчить этот сильный нападающий удар. Достали мяч игроки Татинской команды. Еще раз сыграл в защите надежно либера команды.
Ян Попов. Подключается Ян Попов. Замена команде Горного Луса. Вместо игрока номер 3 на площадку выходит игрок номер 5. И выигрывает Аял Савин. 19 очко. Ян Попов на ваших экранах. Да, немножко мяч перелетает площадку. Двенадцать 18. Низковат мяч для Руслана Давыденко. Блокаут в исполнении Ивана Лукина. Счет сокращается. 13-18. Близко к центру переместился либеро команды. В аут улетает мяч после нападающего удара у Руслана Давыденко. Счет становится 14-18. Разрыв в счете сокращается. Да, не успевают выставить блок на нападающий удар Виктора Лукина. И в пересчете 18-15 тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Главный тренер Иван Турнин порекомендовал акцентировать внимание при постановке блока в 3-й и в 4-й зоне основных игроков. Да, основной у них сейчас игрок Горного Луса стоит в 4-й зоне. Оставляет мяч в игре. Да, не смог заблокировать Виктор Турнин 19, нападающего 15. Дениса Слепцова. 19-15. Хороший мощный удар у Виктора Лукина. Методично пробивает блок. Вместо игрока номер 23 на площадку выходит игрок номер 5. Янсон Доктор. Вот вашему вниманию как раз Виктор Лукин. 16-19. Счет третьей партии. Низкий мяч атакует Денис Слепцов. И мяч улетает в аут. 17-19. Разрыв сократился до 2 мячей. Увы, Виктор Лукин подает в аут. И 20-е очко зарабатывает команда Татинского Улуса. Достают мяч в защите игроки Татинской команды. Сарглан Яковлев. Да, не успевает подбить отскочивший от блока мяч Денис Слепцов. — 18-20. Очередная ошибка у игроков команды Горного Улуса. Олег Николаев посылает мяч в аут.
Да, сейчас самый ответственный момент у обоих команд. Саргулан Яковлев, Ян Попов. Да, в аут улетает мяч. На площадку возвращается Сергей Амосов. А это у нас Денис Слепцов на подаче. Среагировали на отскочивший от блока мяч татинские волейболисты. Но, к сожалению, Руслан Давыденко посылает мяч в аут. 19 очко выигрывает команда Горного Улуса. Молодой перспективный игрок Эркен Наумов. Подключается к комбинации волна Сергей Голоков. 23 очко выигрывает команда Татинского Улуса. Заменяют Янсен Докторова. Вышел на площадку Олег Малышев. Будет подавать. Восемнадцатилетний волейболист Олег Малышев. Восьмой номер Анатолий Егоров. Выигрывает 20-е очко. Снова не поняли друг друга связующий и Руслан Давыденко. Да. Две ошибки подряд у игроков Татинского Улуса. И счет уже становится 21-23. Саргулан Яковлев на подаче. Первый судья подзывает капитана команды Татинского Улуса. Сделал какое-то замечание. Первый судья встречи Семен Афанасьев. Вау! Улетает мяч. За голову хватается Саргулан Яковлев. Был шанс сократить разрыв до одного мяча. Но в игре всякое бывает. 23-1, 23-21. Да, не прощает такие мячи высокорослый Руслан Давыденко. И со счетом 25-21 третью партию выиграла команда Татинского Улуса. Счет встречи 2-1 в пользу команды Татинского Улуса. Очень много ошибок совершили обе команды. Хотя я подсчитывал ошибки при исполнении подачи. Они минимизированы. В иных играх было намного больше.
Четвертая партия встречи между командами Татинского Улуса и Горного Улуса. Счет 0-0. Ошибается Саргалан Яковлев. Перемудрили. Связующий. И Анатолий Егоров друг друга. Руслан Давыденко выигрывает второе очко. С минимальными эмоциями начинают четвертую партию обе команды. Не успевает после мощного удара Олег Малышев. Надежно проводит эту встречу Олег Малышев. Закрывает Эркен Наумов Руслана Давыденко. И счет становится 5-7. Скрест разыграли игроки Татинской команды. Не получилось. Под прыжку шел на этот мяч Сергей Голоков. Шесть-семь. И снова Олег Малышев. Не подстраховали своего нападающего игроки Татинской команды. 7-7. Не получилось перебросить Яну Попову. Но Саргалан Яковлев зарабатывает 8-е очко и выводит свою команду вперед в четвертой партии. Хорошо, стабильно подает Олег Николаев. Да, чересчур широкий мяч для Сергея Мосова. Ну, исправил ошибку своего связующего Сергея Мосов и выиграл 9-е очко. Ошибка после некачественного приема. И при счете 7-10 первый тайм-аут берет команда Татинского Улуса.
Начало четвертой партии вообще не похоже на концовку третьей партии. Подбадривает своих подопечных Иван Турнин. Еще раз повторюсь, что это его воспитанники. Аут. Смахивает Сарглан Яковлев. Да, колено об колено ударились. Олег Малышев держится за ступню. Сейчас врач заморозит сустав. Я думаю, что он вернется в строй. Нет, все-таки заменяют Олега Малышева. Кажется, да, подвернул Олег Малышев ногу. Ой, да, подвернул ногу Олег Малышев, левую ногу. Янсан Докторов на ваших экранах. 8-10. Ошибается при подаче Янсан Докторов. И счет становится 11-8. Прием. Первый темп. Ян Попов практически атаковал без блока. Не успел выпрыгнуть на блок Анатолий Егоров. 9-11. (12-9). Попадает в поле Сарглан Яковлев. Виктор Лукин. Сергей Голоков. Сарглан Яковлев приносит 13-е очко своей команде. Сарглан Яковлев хорошо проводит игровой отрезок Сарглан Яковлев. Остается мяч в игре. Еще раз. Да. Ошибается Руслан Давыденко. И счет становится 14-9. Третьего раза пробивает блок Руслан Давыденко. Вау! Уходит мяч после нападающего удара Виктора Лукина.
Сбрасывает аккуратно Анатолий Егоров за блок. 4-й метр. И выигрывает 15 очко. Сергей Амосов ошибается в самый ответственный момент. 12-15. Поле показывает линейный судья Иван Потапов. Хорошая подача. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Да, не успели закрыть, пристроиться друг к другу блокирующие команды Татинской команды. Остается мяч в игре. Еще раз нападение через Руслана Давыденко. Блок. Не получилось обвести высоченный блок татинской команды Виктору Лукину. Да. Попадает он в руки Дениса Слепцова. — 14-16. Потихоньку додавливают игроки сборной команды Татинского Улуса. 15-16. Немного ошибается связующий команды Горного Улуса с адресом. Надо было максимально загружать в этот момент Виктора Лукина. Вот уже 16-16. И при этом счете команда Горного Улуса берет тайм-аут. Максимально загружать Ивана Лукина, держать в горячем резерве Саргалана Яковлева с задней линии. Сейчас нужен хороший прием игрокам Горного Улуса. Ошибается Денис Янсон Докторов при второй передаче. Подарок. 17-16. Виктор Лукин. Успевает на сброс. Ян Попов. Сергей Голоков. Выигрывает очко. 17-17. Денис Слепцов на подаче. Саргалан Яковлев. Да, чуть-чуть не хватило либеро команды оставить мяч в игре. Мяч полетел прямо в руки. Да, в самый последний момент среагировал на отскок
Отскочивший мяч от блока. Татинская команда вышла вперед. Да, грубая ошибка. И счет остается 19-17. Да. Не успел отойти к задней линии Сарглан Яковлев. И снова ошибаются игроки татинской команды. Две грубых ошибки в конце в этом игровом отрезке. И счет становится уже 20-17. Отдали без борьбы пару мячей волейболисты Горного Улуса. И дали возможность команде Татинского Улуса вырваться вперед на 3 очка. Передняя линия атаки. Олег Малышев вернулся в строй. Все обошлось благополучно. Оставляют мяч в игре. Подключают к нападению Сергея Голокова. 21 очко зарабатывает Сергей Голоков. Благодарит его Олег Малышев. Прием. Уверенно сыграл второй номер Эркен Наумов. Принес команде 18 очко. Да, ошибается Сергей Попов. Извиняюсь, Сергей Голоков. 19-21. Хорошо выпрыгнул, да, обводил блок. Хороший прием. Ян Попов выигрывает 22 очко. Болельщики команды Татинского Улуса оживились. И ошибка была, что ли, у Ян. Да. Ошибка была у игроков Татинской команды. Мяч перешел в сторону игроков Горного Улуса. И при счете 20-21, при счете 21-20 перерыв брала команда Татинского Улуса. Интересная концовка встречи между командами Татинского Улуса и Горного Улуса. Победитель встречи будет играть за 9-10 место. Проигравший будет играть за 11-12. Ян Попов выигрывает очко. Мяч подлетел высоко над блоком. Олег Малышев. Готовится к подаче, устраивается. Эйс! В исполнении Олега Малышева. Счет становится 23-20. Не справляется с приемом Анатолий Егоров. Второй брейковый мяч необходимо выиграть команде Татинского Улуса и максимально приблизиться к победе в этой партии.
Оставляет мяч в игре Руслан Давыденко. Сергей Голоков переводит мяч по линии. Это его излюбленная тактика нападения. Перевод по линии. 24-20. Первый матч-бол у команды Татинского Улуса. Виктор Лукин. Да, не постраховывают ребята своего нападающего. И со счетом 25-20 завершается четвертая партия. Счет встречи 3-1 в пользу команды Татинского Улуса. Поздравим сборную команды Татинского Улуса с победой в этой встрече. Пожелаем дальнейших побед на спортивных играх народов Якутии. Очередная встреча у нас состоится в 12:00. Встречаются команды Северо-Восточного федерального университета и Намского Улуса. Борьба будет за 5-8 место. И в 16:00 команда Кюрупинского Улуса и Мегана-Кангаласского Улуса. Уборка отнимает много времени. Вам нужно множество чистящих средств, и даже самые токсичные химикаты не работают. Избавьтесь от грязи, жира и вредоносных бактерий раз и навсегда. Представляем вам средство для уборки «Кратер», которое заменит вам сразу десяток дорогостоящих средств. Используйте его для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Распылите пену и протрите, и все снова выглядит как новое. Даже самая застарелая грязь удаляется с поверхности мгновенно. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Поверхностно-активные вещества премиум-класса придают невероятный блеск. С мощной пеной ваш дом засверкает чистотой. «Кратер» — экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средства для уборки «Кратер» всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год.
Забудьте об изнурительной многочасовой уборке. Цепкая пена, удерживаясь на поверхностях, легко расщепляет застаревшие загрязнения, копоть и жир, нагар, масляные пятна и известковые отложения. Концентрация активных веществ премиум-класса позволяет справиться даже с въевшейся ржавчиной и сложными пятнами на одежде, мебели и коврах. Пена начинает работать сразу после распыления. Она охватывает большую поверхность по сравнению с обычным средством. Мощная формула очищает без лишних усилий. Просто распылите пену, оставьте на 30 секунд и сполосните чистой водой. Благодаря плотной текстуре пена экономично распределяется по поверхности, размягчает засохшую грязь, растворяет и смывает без следа масляные загрязнения, копоть и жир. Используйте набор концентрированных средств для уборки на кухне и в ванной комнате, для чистки мебели и ковров, для стирки одежды и обуви, для мойки окон и зеркал. Пена безвредна, не токсична и не оставляет следов. Секрет заключается в мощной концентрированной формуле пены, которая эмульгирует остатки жира и грязи, проникает глубоко в поры и разрушает грязь даже в самых мелких трещинах. Кратер. Экономия сил, времени и денег. Эксклюзивно и только у нас. Новейшая разработка российских ученых. Средство для уборки Кратер всего за 990 рублей. А если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то в подарок получите очиститель для кухни, очиститель для сантехники и пенообразователь. Такого набора хватит на целый год. Bu Hakayriger Avtonomi Respublikatırlıydı Hakanur odugar Hakayrin baralıq taxtılar. Oğubay beli keminen bular. Ite suverenitet toğundan deklarasiyonlu bütün kendine tığıtça 991 yıl hangatıgar 12 sınırlaq bir kovuna hebet Beygi Respublika bütün Verahan Turuk'tan taharar hamay holtalaq okonları ılımıda. Amay magnega hokonunan Sakayrin ıstatuhun tuğunan hokonulu bita. Bu hokonu yıllı bita Hakayriger bar, toq bar terilteler. İtiyenne Hakayriger bar kostonar bay bütün nütaq. Oluru barıtın olokta halatta bas bir nektaqtar diyen. Ol hokon kör bita. Bas bidi tuğunan hokonulu bita. Bu 12 sınırlaq bir kovuna. Ol bas bidi tuğunan hokona uyıllı bita. Beygi büdjet bitin barıtın olaq butun jahaq butun üp butun qatçı butun olaqtaq bay butun tuhanıttan kiren olaqtarından qaçı yaxtaq biten ıldı bita. Anıgılı terenlerge kıaq ber bita. Onun hamay reşiternay hangalı haqayren tutu mangnaygu oluga tüheriliv soqonlara itler bolanlar. Tüyçoğusuz toğun hıl atırjağayın hübbehette künüger Bilerge kurduk Sakayrin suverenitetin tonan deklarasyon oldu bita. Ol deklarasyon barat etildi bita. Beygi balağına bu bırakın balağınatan takkar hol bu çöpçulan bita. O kompetensiyak Respublika Sakaya kutiyeden. Hakayrin Respublikatın kompetensiyalara diyen. Onlar iti beygi ılıp bu tokonlar bıtan olu hakkelleri örükler barat itinde görülüydü. Minbelitler balhanyalara hareket anakata onu öyürge spesialne fontarlı bitaptı. Ergüyanlardan bastakından beygi nolog slurbanı taribip. Toq bar hakayra bar terilteler nologların bey hakillerler. Hep de beygi beyvit ölü biten ulan baramut orduğun arasyağı tabit. Sobstvennağı o formünarga.
хаңалы ол хокоңул оран. Икени приватизацияны контролланы тарга специальное имущество комитета дентелили биле. Пенсионный фонга социальный тоқпар выплаталар барта бияха. О пенсионный фонга килелдерепти. Пенсионный фонд болланы Россия өлүтүн ытар. Ата бихи пенсионер битен хачер өлүтүн бүтүндү бар бейда хатыраман. Онан самостоятельный болам. Нерен дехиденени кыдягатны хиденени пенсиондан хачига балыгыня туксар. Устроить жизнь, товарищи, возле Черного моря и на берегу Ледовитого океана не одно и то же. Об этом каждый должен понимать. Несмотря на эту объективную истину, пенсионер, проживающий в субтропиках и на голой суровой тундре, получает на сегодня одинаковый, сейчас заканчиваю, размер пенсии. При окончательной редакции проекта закона о пенсионном обеспечении граждан уже в первом чтении его текста предусмотреть более высокий размер пенсии для пенсионеров, проживающих в Якутской АСР, Магаданской области, северном регионе Красноярского края и Тюменской области, отличающихся более экстремальными условиями для жизни, а также для них сохранить действующие районные коэффициенты к размерам пенсий. Ханнык багарар түгенге, ханнык бар обществоға идеология дем бар болғанда. Маңнегітінен үләғі ети, үтчаты, икі жөтті бар, патриотизмға ети. Чағыл қайдандан бұтын өрі тұтуаққа, бастың үләләқ, бастың көрдіріләқ, олыққа дұлырдақ жоқ, кеннер қолы бұлдыры еті қанады. Ед ойдың таптыр көреді қанады. Беге ұлу жаммыд, Максим Кирсомосап, ойынысқай барақап, түріттәбі делалара, хүддау сөйдік халғадан тиен кәлі, онтон қабанылан олық жахақ бәйті дәбітігер Махифиш Николаев халалталақ, беге олықтақ халалтабыт, 12 сыңырлақ бір қолына хебеппет, 1990 жылдан хағалан, хаңа қарен олуын ұрда, ақылатын түхерді, тоқтырдақ күстақ жағалырылан анығы олуын қачылды. Кәлер хүйсілгі өссі күскілі яққа дейін бұл Айсен Сергеевич Николаев период Якутия хақайры эндемит текке дейін ұңырытын толыр өйамын, өтчаттарға оны өйам түмсүләқ болуғын, жолурдақ болуғын дейін ұңырам өтчаты барды. Вместе со старым хламом ненужным в начале 5-го, кажется, я отнесла разбитые чувства, чтобы опять не пораниться. Там, где была лишь сажа да копоть, теперь остался огромный пробел. Согласилась забрать только опыт, но эту боль не оставлю себе. Я слишком гордая и не вернусь назад. Я слишком ранена, но мне так хочется жить. Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать. Пора взлетать, это мой фирменный стиль. Все вымыла до бела, а теперь дела. Ты не сломал, мне еще есть о чем помечтать. Это любовь измотала и довела. Это любовь миг накрыла, но слынула. Мне говорили, дура, не реви, не реви. У тебя пулю, а ты о любви, о любви. Какая там любовь, ведь у него не болит. Твоя душа как море, а его наберет. А я кричала, как он может так, черт возьми. Если записала, набери и поговори. И словно птица феникса, что устала молить, чтобы воскреснуть, нужно испепелить. И кто-то в следующей жизни там сверху решит нас вдруг поменять местами. И обещав подарить тебе сердце, я протяну лишь холодный камень. Ты будешь
будешь лежа на кафеле ночью глотать снотворные отопи. Ты будешь так же любить меня точно и так же точно меня ненавидеть. Я слишком смелая, чтобы свернуть с пути. Я слишком предана, чтобы кого-то любить. Я слишком сильная, чтобы себя не спасти. Прощай, прости, ведь мне так хочется жить. Все вымыла, довела и была не была. Ты не сломал, мне еще есть о чем помечтать. Хотя любовь измотала и довела. Эта любовь миг накрыла, но слынула. Мне говорили, дура, не реви, не реви. Он тебя пулю, а ты о любви, о любви. Какая там любовь, ведь у него не болит. Твоя душа в море, а его на мели. А я кричала, как он может так, черт возьми. Если записала, набери и поговори. И словно птица феникс, на что устала молить. Чтобы воскреснуть, нужно испепелить. Себереде ардағы түспетін өйді бүн жіктетін керетін Olanla ambastan körbütün En kara, karagum içeri Emere asti barbar gında Gün buldum gülünme çağılha Eğitim tedavi hamdarsam Arıza yardımım ardında Ügüsye duruya subuha Ühennem köpüdün sayha Endi zilasi kustuhan Turbuput uhunu kodulu Elere aksi barbar gittan Gün vaton gülünme çağılgan Eğitim tedavi hamdarsam Arıza yardımım arılar Sonur ol ırak sağakka Gerdeqi sirxallar silber Vastuba taptallah bolaqqa Sanada kolboğum tünüller Emere aksi barbar gittan Gün vaton gülünme çağılgan
같은 짙디디기민 개에 애써 뚝사한 갤러리 어머나 figura eder yollar yer bir o vakitin rava sılaniya görer Iti kurdu gillehe irsi biti bolumu gündü kemi ahtıhan ümü kurduk sana Kırsıbık genlerge neyiğe gördüğüm Kattantılar silbeki Eriye kez kız geredi Omuna figura eder yollar yer bir o vakitin rava sılaniya görer eder yollar yer bir o vakitin rava sılaniya görer Как красиво на песке остается след, как курсивом ото всех пережитых лет. Все спасибо. Я устала от всех, и я хочу быть счастливой. Только мне скучно. Знаешь, без тебя мне так скучно. Ты так громко на моем беззвучном. Пока на шее то, что делает нас неразлучными. Ты там не гони, окей, извини. Забей на туман и танцуй, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех. Танцуй, как будто прошлое стало лишь прошлым, а между нами не пошло. Разговоры о кольцах на пальцах, а не устройствах. Будто это бессонница нам к лицу в этом мире, и никто не дотронется, пока мы в квартире. Ты номер бывшего не пригодится, я от тебя не на шаг. Нельзя тебя знать, а в тебя не влюбиться. Нельзя, ты пойми никак. Ты мне говоришь это, и так не верится, что мог остыть вулкан. И самая вспыльчивая твоя спокойно плывет по волнам. Танцую, как будто рядом океан. И утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться
Начинается третья игра между командами Северо-Восточного федерального университета и сборной командой Намского Улуса. Команды поприветствовали друг друга. Представляю судей данной встречи. Первый судья второй категории Захаров Гаврил, город Якутск. Второй судья первой категории Афанасьев Семен, город Якутск. Секретарь встречи Терентьева Агафья, город Якутск. Сборная команда СМФУ в синей форме. Сборная команда Намского Улуса в белых футболках, белых шортах. Представляет к вашему вниманию судейскую бригаду. Представляется состав команды Намского Улуса. Номер 1 Никита Вачуров. Номер 5 Семен Васильев. Номер 7 Денис Петров. Номер 7 Руслан Афанасьев. Номер 10 Павел Лапов, капитан команды. Номер 11 Андрей Григорьев. Лидер номер 22 Сергей Иванов. Главный тренер Любовь Петя. Представляет стартовый состав команды Северо-Восточного федерального университета. Номер 1 Сергей Киров, капитан команды. Номер 4 Айкал Алексеевич. Номер 7 Андрей Меридянов. Номер 8 Алексей Киркенов. Номер 16 Аян Племянников. Номер 17 Сергей Витчинов. Лидер команды номер 6 Евгений Иванов. Главный тренер Вашему вниманию представили основные составы сборной команды Северо-Восточного федерального университета и сборной команды Намского Улуса. Больших изменений в составах нет. Команды играют за 5-8 место. Команда, выигравшая данную встречу, будет играть за 5-6, проигравшая за 7-8. Немножко вам напомню, как данные команды продвигались по турниру. Северо-Восточный федеральный университет был в группе «Д». Выиграл команду Усалданского Улуса со счетом 3-1, но проиграла сборной команде Ленского района со счетом 0-3. В 1/4 финала сборная команда университета встречалась со сборной командой Алётинского района, проиграла со счетом 0-3. Сборная команда Намского Улуса была в группе «Б». Проиграла сборной команде Черепчинского района со счетом 1-3. Выиграла сборную команду Таттинского Улуса со счетом 3-0. В 1/4 проиграла сборной команде Андинского Улуса со счетом 0-3. Первая партия началась. Счет 2-1. Польшу сборной команды университета.
Сергей Бекчитов. Задней линии нападает. И блок. Выигрывает очередное очко. Это у нас 16-й номер сборной команды университета. Аян Сыромятников. Ошибается Денис Осетров. 22-летний доигровщик команды Намского Улуса. Андрей Марикянов. Один из лидеров команды университета. Ошибается Андрей Марикянов при подаче. Павел Абутов, лидер команды. К сожалению, пропускает мяч Андрей Марикянов. Этот мяч попадает в поле. 3-3. Второй эйс в исполнении Павла Абутова. Ровно попадает в разрез между двумя игроками. Павел Абутов. Третья подача улетает в аут. 4-4 счет в начале первой партии. Алексей Устинов. Сброс. Меняет. Хотел поменять траекторию Аян Сыромятников. Это у него получилось. К сожалению, он задел сетку. Исполняя действие. 5-4. Намская команда выходит вперед. Андрей Марикянов принимает мяч. Постраховали Сергея Бетчинова. Эркин Киров. Переброс. Перехитрил Павел Абутов. Не успели отойти игроки, стоящие возле сетки. Мяч спокойно упал на площадку. Эркин Киров нападает со второй зоны. Мяч остается. И не стал нападать. Эркин Киров не успевал на этот мяч. Ошибается Семен Васильев. Аут. Улетает мяч. Аян Сыромятников на наших экранах. 5-6. Ошибается Аян Сыромятников. Да, безобиднейшая ситуация. Простая подача. Но мяч улетает в аут. Молодой перспективный игрок Денис Осетров. Эркин Киров пробивает блок Семена Афанасьева. Семена Васильева. Меняюсь. Блок-аут. Улетает мяч в аут. Эркин Киров, лидер команды
Северо-Восточного федерального университета. Настраивается на подачу. Надо выполнить силовую подачу. Да, к сожалению, не полетела у него 8-6. подача силовая. Еще становится 8-6. Впереди команда Намского Улуса. Прием. Андрей Мерикянов пробивает высокий блок. Сергей Бечитов. Низкий по траектории был мяч, поднятый Сергеем Бечитовым. Да, попал в сетку и нырнул на поле. Не успел на этот мяч Андрей Мерикянов. Между тем Андриан Григорьев на подаче. Хороший прием. И спокойно Айтал Алексеев. Да, посылает мяч в аут. 10-7. Сергей Бечитов. Доводит мяч Сергей Бечитов. Андрей Мерикянов. Да. В начале первой партии Андрей Мерикянов очень надежно нападает. Не могут пристроиться к его нападающим ударам защитники намской команды. Айтал Алексеев подает. Центральный блокирующий. 1,93 м. 96-го года рождения. Перехитрил блокирующего Руслан Афанасьев. Не успел переместиться Аян Сыромятников вместе с нападающим. Ошибается в этот раз Аян Сыромятников и Руслан Афанасьев. Андрей Мерикянов. Счет 9-11. Блокаут в исполнении Дениса Осетрова. 12-9. Силовая в исполнении Павла Бутова. На переднюю линию вернулся Эркин Киров. Да, но ошибся. Эркин Киров. Мяч улетает в аут. При счете 9-13 мяч улетает в аут. Семен Васильевич Сабарайкин дал наставление своим подопечным. Первое, это, говорит, максимально всем отрабатывать в защите. И после этого уже приступать к иным действиям. Без хорошей защиты, без хорошей доводки нет хорошей передачи.
А без хорошей передачи нет хорошего нападения. Не справляется с приемом либера команды. Сборной команды университета. Эйс. Второй подает Павел Аботов после перерыва. 15-9. Успевает на этот укороченный мяч Евгений Пермяков. Подскользнулся игрок, стоящий в четвертой зоне. Это как-то Эркин Киров был. А нет, Эркин Киров стоит в четвертой зоне. Замена команды Северо-Восточного федерального университета. Подскользнулся Сергей Бечитов. Подскользнулся. Артем Дьяконов. Не долетает мяч до Эркина Кирова. 17-9. Очередная ошибка у игроков команды университета. Аут показывает судья. 10-17. Отрыв существенный. Мощная атака в исполнении Дениса Сетрова. (8-10). Разрыв увеличивается. Эркин Киров подстраховал его Андрей Американов. И опять же в пас никуда. Между третьей и четвертой зоной расклеилась игра в первой партии у игроков сборной команды университета. Евгений Пермяков. И опять же отведенный мяч. (11-19). (11-19). Хороший прием. Никита Бачуров нападает с третьей зоны. И мяч от троса ныряет в площадку. 20-11. Вышел на замену игрок под номером 9 Сергей Сивцев. Вчера он тоже выходил, но в большей степени выходил на подачу. Денис Осетров. Прием.
Эркин Киров. Да, касается мяча Берген Иванов. Но, к сожалению, мяч улетает в аут. 12-е очко выигрывает команда университета. Хороший затяжной прыжок в исполнении Эркина Кирова. Хорошие результативные действия показывает Никита Бачуров. В первой партии. Замена в команде Намского Улуса. Да, практически. Вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 2 Семен Гоголев. Заменяют Никиту Бочарова. На площадку вышел Семен Гоголев, номер 2. Тоже 20-летний волейболист. 1,72 м. Посмотрим. Надежная подача. Андрей Мерикянов. Снова касается Берген Иванов мяча. И от его рук мяч улетает в сетку. На площадку выходит игрок номер 1 Никита Бачуров. Обратная замена. Выполнил свою задачу Семен Гоголев. Подал мяч. Номер 10. Артем Дьяконов на подаче. Ошибается связующий. Не успел отойти 22-13. после блока Айтал Алексеев. И перекинул мяч в аут. Андриан Григорьев. Ошибку за ошибкой совершают игроки 23-13. университета. И счет уже становится 23-13. Ошибается Андриан Григорьев. Ну, запас прочности у намской команды имеется. Вместо игрока номер 4 на площадку выходит игрок номер 21 Денис Анисимов. Замена на подаче. 21 номер выходит на площадку. Денис Анисимов. Он заменил Айтала Алексеева. Справился с поставленной задачей. Мяч возвращается. Ну и опять при безобиднейшей ситуации мяч не доводится до связующего. В хорошем полете был оставлен мяч, но никто не поддержал Сергея Сивцева. 24-14. Первый сетбол у команды Намского Улуса. Семен Васильев ошибается при подаче. Андрей Мерикянов. В поле попадает мяч. 16-24. 16-24. Блок аут. Денис Осетров выигрывает 25-е очко. Первая партия завершается со счетом 25-16. Выиграла команда Намского Улуса. Практически ничего не получилось у игроков сборной команды университета. Нет настроя, нет искорки в глазах.
Счет 0-0. Вторая партия. Игра между сборными командами Северо-Восточного федерального университета и сборной командой Намского Улуса. Борьба за 5-8 место. Выигравший будет играть за 5-6, проигравший за 7-8. Андрей Мериканов начинает игру. Денис Осетров, номер 7, молодой перспективный игрок. Мяч попадает в площадку. Павел Абутов на подаче. Не полетела первая подача у Павла Абутова во второй партии. До этого, мы помним, в первой партии он подал несколько эйсов, усложнил прием. Сергей Сивцев, 9-й номер, вчера выходил в большей степени на замену, не справляется с приемом Денис Осетров. Принимал сверху Денис Осетров. Успевает на этот мяч Никита Бачуров. Быстрый мяч. Руслан Афанасьев подает. И очередная ошибка в исполнении Эркины Кирова. Очень спокойно играют игроки сборной команды университета. Не смог оставить в игре мяч Руслан Афанасьев. Аут. Посылает мяч Аян Сыромятников. И снова мяч не доводится до нужной по высоте и по скорости мяч для Эркины Кирова, для университетского доигровщика. Ну и 5-3. Получают ответку в исполнении Семена Васильева. Сильный нападающий удар. Счет уже становится 5-3. Снова команда университета остается без нападения. Ошибается Эркин Киров. 6-3. Ошибается Денис Осетров. Эркин Киров выходит. Игрок номер 17 Сергей Его Бетчитов. заменяет Сергей Бетчитов.
Поднимается Павел Абутов. Ну а Никита Бочуров, не задумываясь, нападает по неудобному мячу, попадает в трос, выигрывает очко 7-е для своей команды. Очень уверенно играет Никита Бочуров в этой встрече. Ну и в предыдущих встречах тоже играл эффективно, надежно. Блок 1 в 1 исполнение Семена Васильева, но мяч от его блока улетает в аут. Десятый номер команды университета Артем Дьяконов. Успевает Павел Абутов. Чересчур стремятся сыграть на тоненького игроки обеих команд. При переводе мяча через сетку или скидывая за блок достают либо блокирующие, либо мяч попадает в трос. Немножко отведенный мяч для Никиты Бочурова. Связующий максимально загружает игрока номер 1. И во второй зоне, в четвертой подключает с первой зоны. В аут улетает мяч. Не хотят играть волейболисты сборной команды университета. Ошибка за ошибкой. Андриан Григорьев. Блок пробивает Андрей Марикянов. Нет хорошего сегодня забойщика, пробивающего, подбадривающего всех. Денис Анисимов. Прием. И Павел Абутов спокойно перекидывает мяч через сетку. Прекрасно видел, где был. Айтал Сыромятников. Простая скидка в исполнении Дениса Осетрова. С третьей зоны. Ошибка у связующего игрока команды университета. 13-13. Очередная ошибка у игроков команды университета. Мяч пролетел за антенной. Чересчур широкая передача в исполнении Сергея Сипцева. Одна из немногих атак игроков команды университета. Это у нас Сергей Бечитов, 17-й номер.
Немножко опоздал на этот мяч Семен Васильев. Но все равно, повезло. Мяч от троса перекатился между рук блокирующего и упал на площадку сборной команды университета. Снова ошибка у игроков сборной университета. Ошибка за ошибкой. 16-14. Да, это называется ошибаются все, начиная от либера, связующего и доигровщика. В такой ситуации очень сложно настроиться на результат. Очередной эйс записывают в свою копилку игрок сборной команды Намского Улуса Никита Бачуров. 14-17 при таком счете. Тайм-аут берет команда СВФУ. Да, настрой не тот. Но все равно надо настраиваться. В любом случае проигрываешь, выигрываешь. Все-таки они играют не только для себя, не для победы. Но я думаю, что в первую очередь и для телезрителей, для своих зрителей, поклонников. В большей степени любители спорта приходят посмотреть на своих любимцев, на свою команду. И каждая команда не должна подводить ни своих любимцев, а также телезрителей, сидящих по ту сторону экрана. Тогда мы будем любить наш волейбол. Искрометный, динамичный, непредсказуемый. Когда игроки обоих команд будут прикладывать все усилия, чтобы победить, показать хорошую игру, вырвать победу. 14. Вау, посылает Никита Бачуров. В течение 4 дней игры уже можно было привыкнуть к этому спортзалу, чтобы не подавать простые мячи. Вау. Хороший прием. Ну и хорошая доводка для Андриана Григорьева. Удар не сильный, но зато эффективный. Очковый мяч. Андриан Григорьев. Прием. И снова подключает связующий первый темп. Ошибаюсь. Снова отсутствует взаимопонимание 20-15. в защите у сборной команды университета. 20-15 команда Намского Улуса ведет во второй партии. Андриан Григорьев подает. Блок Руслана Афанасьева. 1 в 1 закрывает он 21, Андрея 15. Мерикянова. Хороший, грамотный блок. Вход закрыл. 21-15. И снова закрывают Андрея Мерикянова. Пару мячей выиграл в 2 партиях Андрей Мерикянов. Основной доигровщик. Игрока номер 5. На площадку выходит игрок номер 8 Айтал Брызгалов.
подает. 22-15. Зачехлили очередной раз Андрея Америкянова. С каждым ударом Андрея Америкянова угасает его желание дальше нападать. Снова ошибается Андрей Америкянов. 24-15. Связующему необходимо Замена в команде Намского Улуса. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 17. поменять направление своего паса. Можно подключать, наверное, я думаю, что с задней линии Аркины Кирова. Чтобы успокоить Андрея Америкянова. К сожалению, ошибается вышедший на замену игрок номер 17 Никита Петров. 16-24. 16-24. Наконец-то пробивает блок Америкянов Андрей. 17-24. Ну, хороший пас и по высоте, и по расстоянию от сетки. 17-24. Хороший удар вышедшего на замену игрока. Со счетом 25-17 выиграла команда Намского Улуса. Вторую партию со счетом 25-17 выиграла команда Намского Улуса и повела в счете в партиях 2-0.
Началась вторая партия. Третья партия. 2-0 в партиях ведет команда Намского Улуса. В третьей партии первое очко выиграла команда университета. Седьмой номер. Денис Осетров. Пробивает выше блока. Да, атаковал на разорванном блоке. Оставляют мяч в игре. Очень грамотно играет Денис Осетров. Замена в команде СВФУ. Вместо игрока номер 17 на площадку выходит игрок номер 10. Сергей Бечитов локтями задел Артем Дьяконов. стену, возвращая мяч в игру. 2-1. Павел Абутов на подаче. Ошибается Павел Абутов. Счет становится 2-2. И снова ошибка у игроков сборной команды университета на подаче. Простая подача. И вновь ошибка. Это у нас Алексей Устинов ошибается. 3-2. Эркин Киров. Всю мощь своего удара вкладывает в мяч Никита Бачуров. Номер 10 Очень на площадку выходит игрок номер 17 Сергей Бечитов. хорошо играет в этой встрече Никита Бачуров. Самое главное, надежно и эффективно. Не боится блока, не боится бить. Очередная ошибка у игроков команды университета. 5-2. Не надо было мудрить, а просто-напросто перебрасывать мяч через сетку и все. Блок отработал четвертое очко в команде университета. Счет становится 4-5. Не подстраховали своего блокирующего. Аян Сыромятников. Форс-мажор в команде университета. Подскользнулся игрок номер 8 Алексей Устинов. 6-3. Не смог добежать до мяча. Денис Осетров хорошо вписался в эту игру сегодня. Да, немного чуть не достал Денис Осетров. Улетающий мяч. Эркин Киров. Не рискует Эркин Киров. Простая. Да, ошибается Семен Васильев. 5-6. Не попадает мяч. 5-6. Низковат для Андриана Григорьева мяч.
И снова Никита Бачуров. — 23 года Никите Бачурову, 1,81 м, левша. Андрей Марикянов, да, чуть не оставил мяч Семен Васильев. 6-7. Мяч. 6-7. Сергей Бекацебичитов вернулся на поле. Семен Васильев. Очко. 8-е приносит своей команде. Одиночный блок. Перевод по 4-ю зону. Аут. Улетает мяч после удара Андрея Бетчинова. Да, для него это был слишком отведенный мяч. Да и по ширине тоже. Ошибается Андриан Григорьев. Семь-9. Немного не успевает Семен Васильев на этот мяч. Десять-7. Выигрывает верховую дуэль Руслан Афанасьев. Да, не справляется с приемом. Но ошибку совершает Андрей Марикянов. И снова очередная ошибка. Но уже ошибается Сергей Бетчитов. 12-7. Заступил в среднюю линию Семен Васильев. 8-12. Да, пробежался по площадке соперника. 8-12. Хороший прием. Эркин Киров. Девять 12. Сетка у Павла Абутова. 9-12. Это Андрей Марикянов. Вчера очень здорово отыграл Андрей Марикянов с командой Алекминского улуса, с командой Ленского района. Сегодня, видать, подустал. В течение 3 партий, забил очень мало, набрал мало результативных очков в игре. Да, практически с нежеланием играют игроки сборной команды университета. То есть смирились с поражением. Ошибка
связующего. 15-9. Ошибается Павел Абутов. При силовой подаче ошибки еще можно допускать. Допустимы. Подача иногда силовая летит, иногда не летит. А планирующие подачи, я думаю, что необходимо подавать стопроцентную. 16-10. 16-10. Мяч улетает от рук Сергея Бечитова в аут. 16-10. Продолжает. Получается атаку Эркина Кирова. (11-16). 11-16. Аян Сыромятников, 16 номер. Ну и опять же очередная ошибка. Замена в команде Намского Улуса. В команде Намского Улуса замена вместо игрока номер 5 выходит игрок под номером 8 Айтал Брызгалов. Выходил он во второй партии. Айтал Брызгалов 18-летний волейболист, 177 рост. Ну, правильно, в таких матчах необходимо доверять своему молодому поколению, резерву, проверять резерв, натаскивать их. Они должны почувствовать атмосферу зала. Вот первое свое очко в третьей партии зарабатывает Айтал Брызгалов. Получил поддержку от своих коллег. Это очень здорово. С каждой похвалой молодой игрок начинает взрослеть, набираться опыта. 13-18. Улетел в аут мяч. Немножко не попал по мячу Айтал Брызгалов. Не смог накрыть мяч. Ну и здесь очередная ошибка игроков сборной команды университета. 19-14. Не попадает по мячу Сергей Бечитов. Эркин мяч улетел в аут. Играть надо на площадке, а не заниматься судейством. Я уже это вчера говорил. Любое судейство, отвлечение от игры отвлекает от волейбола и своих коллег, и сам отвлекаешься. Стопроцентно необходимо быть сосредоточенным только на игру. Аут попадает Руслан Афанасьев. 16-19. Хорошо выпрыгнул. Айтал Алексеев, центральный блокирующий университета. Хорошая доводка. И снова уверенно нападает вышедший на замену Айтал Брызгалов. Не испугался двойного высокого блока.
Хорошая подача на вылет. А принимал опытный 21-16. игрок Эркин Киров. Айтал Брызгалов данной подачей поднял свой игровой рейтинг. Андрей Мерикянов. Да, сегодня у него ничего не получается у Андрея Мерикянова. 22-16. Буквально 2 или 3 результативных нападающих удара на протяжении 3 партий. Не смог, видать, настроиться на игру. (22-16). А тем временем Айтал Брызгалов уверенно подает. 7-й номер сборной команды Намского Улуса Денис Осетров. 23-16. Тоже сегодня только вышедший на площадку. Очень уверенно отыгрывает всю встречу. Аут. Сергей Бечитов. У него сегодня тоже ничего не получается. Замена в команде Намского Улуса. Вместо игрока номер 10 на площадку выходит игрок номер 2 Семен Гоголев. На площадку вышел игрок под номером 2 Семен Гоголев. 20-летний игрок. 1,72 м. Он заменил Павла Абутова, капитана команды. Выбил с приема основного игрока Андрея Мерикянова Айтал Брызгалов. Выиграл с подачи 25-е очко. 16 выиграла команда Намского Улуса. Со счетом 3-0 Растет резерв у Намского района. Сборная команда Намского Улуса. Поздравляем команду Намского Улуса с победой. Благодарят команды друг друга. Команда Намского Улуса будет встречаться с победителем команды. Теперь будет ждать победителя команды Черепчинского Улуса и Мегино-Кангаласского Улуса. А команда СЛФУ будет ждать команду ту, которая проиграет в следующей встрече. Представляем вам костюм Мария. Выполненный из стопроцентного хлопка, красивый, удобный и практичный костюм, который займет достойное место в вашем гардеробе. И у нас для вас потрясающая акция. При заказе костюма Мария вы получаете платье из той же коллекции в подарок. Костюм Мария подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине.
Две красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Кофта на молнии дополнена карманами, цветочным принтом и боковыми вставками контрастного цвета, которые создают моделирующий эффект, скрывая недостатки фигуры и делая вас визуально стройнее. А удлиненный рукав выгодно скроет все несовершенства. Удобные брюки с лампасами длиной 7/8 подойдут на любой рост и фигуру, а мягкая резинка идеально сядет на талию любого объема. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм «Мария» из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И у нас для вас невероятная акция. Если вы позвоните и сразу сделаете заказ, то получите потрясающее платье «Мария» в подарок. Женственное, невероятно удобное и практичное платье сделает ваш домашний образ неотразимым. Но и это еще не все. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено. Костюм «Мария» не сковывает движений, а мягкая, натуральная, дышащая ткань из 100% хлопка позволит чувствовать себя комфортно в течение всего дня, даже в самый жаркий период. Невероятно удобные брюки и кофта на молнии идеально подойдут на любой тип фигуры, подчеркнут ее достоинства и скроют недостатки. Костюм «Мария» сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта. В нем удобно заниматься домашними делами или погрузиться в любимое хобби, а возможно просто посидеть за чашечкой чая наедине с собой. Натуральная ткань с модным принтом не выцветит и не полиняет со временем даже после множества стирок. Костюм «Мария» подойдет как в качестве домашней одежды, так и для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. В любой ситуации вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Идеальный костюм на каждый день для самых красивых женщин. Расширенный размерный ряд от 46 до 72. Такого вы не найдете в обычном магазине. И две красивых расцветки на выбор – розы и синие цветы. Костюм «Мария» сочетает в себе привлекательность, выразительность и высочайший уровень комфорта. Костюм «Мария» сшит по ГОСТу. При выборе этого костюма вам нужно знать только свой российский размер. Звоните и заказывайте невероятно удобный и практичный костюм «Мария» из эксклюзивной коллекции всего за 1990 рублей. И получите потрясающее платье «Мария» в подарок. Позвоните сейчас и узнайте, как получить бесплатную доставку. Торопитесь, предложение ограничено. Зоя Афанасьевна Корнилова – женщина-политик. Первая из женщин Саха – ученый-экономист. Фигура уникальная, знаковая, известная далеко за пределами Якутии. Когда развалился Советский Союз, союзные республики все ушли. И возник вопрос, как Россию это государство будут называть? Мы же ведь международных везде СССР, мы в составе СССР. А сейчас выходим-то мы, Россия. Тогда мы заняли все микрофоны, и кто с нами в парламенте национальности работает, вышли и заняли, что Россия должна быть только федеративной. Совет национальностей Верховного Совета России безотлагательно приступил к разработке федеративного договора. Зоя Афанасьевна, будучи председателем комиссии Совета национальностей, будучи депутатом и представителем Якутии при президенте России, принимала участие в создании основ нового федерального законодательства,
30 марта 1992 года федеративный договор был подписан бессрочно в 3 видах. Отдельно области и края, отдельно округа, отдельно республики. В государстве это достаточно строгое предприятие. И сколько живет там человек и так далее. Тем более, когда очень много народов разных, разной культуры, разного языка, согласие ты должен прийти. Любой острый вопрос, противоречие всегда будет. Но вот уметь надо выйти из этих противоречий. Зоя Афанасьевна работала сутки напролет и не раз вспоминала, что это был для нее по-своему нелегкий, но исключительно интересный период. Трудности разные бывают. Не бывает идеально все прямо гладко, а вот именно надо смотреть. Интересно жить, когда у тебя возникают какие-то проблемы. Что-то надо преодолеть, что-то надо сделать, которое не сделано. А результат, он будет помогать. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке населения была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В 1991 году был учрежден пост президента республики. В декабре этого же года прошли первые выборы, победу в которых одержал Михаил Ефимович Николаев. 28 декабря якутская Саха-ССР была переименована в Республику Саха-Якутия. Что дало подписание федеративного договора стране? Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 года, имеет огромное историческое значение. Своим подписанием оно ознаменовало крупную государственно-правовую реформу, дало стране необходимую тогда стабильность, положило начало дальнейшему ее развитию. Грамотное общество – это всегда трудно управлять. Нам надо с ними, как с равным, разговаривать, объяснять. И то, что ты сама сказала, ты должна выполнить. И притом мы должны думать в первую очередь что? О государстве, в котором мы живем, о России. Зоя Афанасьевна также инициировала принятие ряда основополагающих, жизненно важных федеральных законов, направленных на решение проблем Крайнего Севера и Дальнего Востока. Ею были разработаны и внесены принципиальные поправки в федеральные законы, направленные на защиту интересов коренных малочисленных народов и инвалидов производства. Пользовалась в российском парламенте большим уважением коллег и соратников. Самое интересное меня очень удивляло. Удивляло то, что вот Кулаковский, он первое то, что начал вот в политику, он же поэт. Он об этом подумал, когда он понял, в каком положении находится якутский народ. И вот первый, кто подумал именно философски, и притом он придумал не революционно, а как в природе она идет эволюционно. Быть стойкой перед трудностями, быть последовательной, держать ответ за данное слово, чувствовать людей, помогать людям. Все это Зоя Афанасьевна впитала вместе с молоком матери. Она не раз с глубочайшей благодарностью вспоминает родного человека. В голодные годы Великой Отечественной выжили только благодаря беспредельной любви их матери. А согласие как можно добиться? Это первое, то, что я говорю. Это семья. Принцип семьи. И ребенок всегда должен чувствовать, он спокоен, он преодолеет все трудности. Если он чувствует за своей спиной защиту. Такое чувство дает вот семья, особенно мама. Весь ее не из легких жизненный, трудовой и политический путь служит примером подлинного патриотизма, наивысшей ответственности и верности своему делу и народу, проживания одной судьбы со своей великой страной.
хардылырым Тоха анан мана береме бин барыбын Сорогор халбар хайды хардылырым Ол иин ардыгар мен сыгарым Эн курдук эме олох олоро Буне бит бастакыбын Быстала сохаян арахынай Иллыктарынан тумандыгынан Кыржыгы буласа тыбыт бихиги бары Барыта бар бытын курдук бара нестинік Сатыма доғор беремени Хата кепсим санабы дистигник истей Олох иин кирси хахандағаны бүппет сери Көрөбін тулабын серги корат серейсин Bir арай саныр сана барсин Мигин охпар сүрәгім сирдир Барыта бар бытын курдук бара нестин Хатыланы соға тоқта иккистен Көрігін әреләхті күктенен Әдердер бәйлерін көрдүлер Олох ирде билere күнтен күнүрдүлер Олох сүрүгүрер, олох түбүгүрер Олох сүтсүгүрен Қахан әмекелен түмүктенер Ол әрен ол туғынан саныр өсерде Мин төспәрді бәр сүрәқы сөйдер Бұланларым әлбәқтер Кәлінер кинилер бәттәқ Тоқ барда кемне қараңасын бір қахан әмет тәйіқтәқ Сыхайбит тоғыр уруккону хастур әлбәқ Баради кыйда хоттору Олайы улар идарда туругун Беримет болохтақ тоқада әнис кутун Мен солута соқ болу ден тугун ном-номну бутум Умайр вот, мен сүрәқпер умайр вот Олақ улары яр Тупсарда курдук ол әрен Ким билер ону Әсәді білі бәт тоқ болара Инни бәр ол әрен мен Бары тигар бәлем мен Қағындағаны улары тым соға бәйебін Айылға оғыты әбіппін Бары тигар бағара бұна яны Кәмкелі әренін Наха ұқсатымын біремені Наха ұқсатымын біремені Кәмкелі әренін Барыта бар бұтын күттік баран істе Doğurum tügeninen ere olur Tügeninen ere olur tügeninen Olaq kemlerin Yörünen ere tolur Yörünen ere tolur Yörünen Xas ahır gün Barı tasim bir üçügey bolbat Sımıyanan yürüme Kırattan komayuma Sağılan sanalar gün Bulun ben ılık gün Bu olaq ustarın kurduk Ustan estin Ben süreğin Tugveterin Doğurum tügeninen ere olur Tügeninen ere olur tügeninen Olaq kemlerin Yörünen ere tolur Yörünen ere tolur Yörünen Minar tol kuydurum Toğo min be bin kuruk Buruydubun Hol kutuydaq pına bile bine Ajas tuygun volbun Aray olaq toluru jalu Unan bir betitten homoyrum Barıta bar bıtın kurduk baran istin Nadata soğ ebit Tugudağını kistir Taptıbın min bem jamun Samay istignik Doro bayara boluq kayın Bari bihigi Barıta bar bıtın kurduk baran ispite jinginen Olgınan toqtan Talan toqtan xala barıta ingnen Umnoqpun bağarabın Elbeği min Olaren en bağasanan En erelin Meha küseber Olihin berimeppin Össö kühüreni hem Dene hekayette bin Törebit uluhum Çulu alana bolum Den eren erebin min Töhünün soğotaq suyen isteğim ayı Tulayaq sanam tötö tübüten xayır Xayedeki bara bınan emin Xaraqpın simen baran Taya satı bın emin Barıta bar bıtın kurduk baran istin Tılmigin sirge ol bilibet sirderge Onna bar bolo ileye Jolloq jekergen Yörbit sireyder biler jonum miçerdere Sanağar çakçıdağanı oloq olus kere Küske iteğaydaxe Onu bihidetek jon Onu bile bit Toğo deter bu oloq bete Kırcık jol Barıta bar bıtın kurduk baran istinik Satımana toy biremeni Hata öyden körün tulağıtın ergiçi Toq barda xatçı Yörü bardağını kemçi Üte sana açır Toqmanı ırastırar çılır Ayılı bıt Tangarağı tabıra batacakçı Oçoğo jaxayı bıtı Barıta bar bıtın kurduk baran ihen Nadadu Tol kuydan onu Min bilebin bu bileme Xahında toqta batın Bu aloqa nyu bolağına min xottar bapın Toqta anyan bara turoma toy inim xotu Köngülü uydaq bına kötön Öre küreyen tasın xotoy kurduk Kötör kınattaq kötörgö Kihi jolga ananan ayıllar Doğurum tügeninen ere olur Tügeninen ere olur tügeninen Olaq kemlerin Yörünen ere tolur Yörünen ere tolur Yörünen Xas ahır gün Barı tasim bir üçügey bolbat Sımıyanan yürüme Kırattan homoyuma Sağılan sanalar gün Bulun ben ılık gün Bu olaq ustarın kurduk Ustan estin Ben süreğin Tugveterin istin Doğurum tügeninen ere olur Tügeninen ere olur tügeninen Olaq kemlerin Yörünen ere tolur Yörünen
Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно, эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне 5 минут. Тебя я крепко обниму, дела подождут. Нас с тобой не будет мучить мой мобильный на беззвучном. Недоступен пока. Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Мой будильник сходит с ума, ее пойму. Ведь сегодня опоздать просто не могу. Чтоб не проспать, завожу ее снова и снова. Пускай весь мир подождет, мы останемся дома. Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил? Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. Ты буди, буди, буди.
Эйгини кытары убайдарым. Ама бу катынтан түз бүтсе беридекти. Түйек күттү эйген сүрек биттен. Күнайы олық бурғатын кытары. Ох суартан бокой булбакпын. Касүнери күнден күтебин керени. Ол эрелтен бурға остоден. Ол эрен min олоғым кереккен нәре. Эйгини кытары убайдарым. Ама бу катынтан түз бүтсе бирдекти. Түйек күттү эйги сүрек биттен. Ол эрен min олоғым кереккен нәре. Эйгини кытары убайдарым. Ама бу катынтан түз бүтсе бирдекти. Түйек күттү эйги сүрек биттен. Түйек күттү эйги сүрек биттен. Ағам не қап берде қысым тұрғы әлінен. Артықтары да байтан аяннатын істете. О жолго олығы түрен. Қатаным арғасқа қапса бар туран алақа. Әне қаса берде ческені білбетін. Әкенің ұмытын әтчі табан істете. О жолго олығы түрен. Баянай береге бар йомыранан алақа. Қарыстан, ие қояларген, ие сүппін көрдісті. О жолго, олығы түрен, оғыран істеғі, оға құран алақа. Әбән неген алғада, әдір
derten eyeni Emen yontun hübeni eğer dehen istiyede O yolgo oloğa deren Algıs kıttoluğa barayım maran anlalığa O yolgo oloğa deren Algıs kıttoluğa barayım maran anlalığa
найманыма мин сохпар тулагын көрү таскар барбын бу барыта эйе канан каримин беректи бе найманыма мин сохпар тулагын көрү таскар барбын бу барыта эйе канан каримин беректи бе Кара жүмүт унун силдал бедер сүрер мускыры жебит одумды саба үйрер Қардағас мастыр бараннан Оғаман келер Малаған күнні қараңа
сәгер тоқтат мекен жалпыттан қайда қолықпын білбәппен сыйлаған сәлі күтәрі келі бұматы мен бәбәр кәлін түстәді сүрақтар мәлінай өзге дә білбәппен сыйлаған сәлі күтәрі келі бұматы мен бәбәр кәлін түстәді сүрақтар мәлінай өзге дә білбәппен Күні сұқты тұғынан ұратып ұнатып тартам мен санам дегеннен тоққысы тар естің әрәлеме қағырдырыр кей бар болыр оз құйы әті толқыға түспіт сана таптал арас өйін санам күн сағаққа кереді лысың ема осы әгері тоқтат мекен қаныққа естаны тұтуарбын білбәкпен сыйлаған сәлі күтәрі келі маты мен бәбәр кәлін түстәді сүрақтар мәлінай өзге дә білбәппен сыйлаған сәлі күтәрі келі маты мен бәбәр кәлін түстәді сүрақтар мәлінай өзге дә білбәппен Уважаемые любители волейбола, к вашему вниманию представляем заключительную четвертую игру четвертого дня соревнований по волейболу среди мужских команд между командами Черепчинского улуса и Мегино-Кангаласского улуса. Матч судит первый судья Аркадий Ефремов, первая категория, город Якутск. Второй судья Геннадий Назаров, вторая категория, Амкинский улус. Судьи на линии Гаврил Захаров, Влад Герасимов.
Секретарь матча Саина Слепцова, Мегина Кангаласкунус. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский. Первая категория, город Якутск. Представлена судейская бригада вашему вниманию. Сейчас представят, секретарь встречи вам представит основные составы играющих команд. Приглашается стартовый состав команды Мегина Кангаласского Улуса. Номер 1 Игнатий Прохоров. Номер 3 Иннокентий Андреев. Номер 8 Джулустан Варламов, капитан команды. Номер 9 Аял Аргунов. Номер 10 Алексей Шепелев, либеро команды. Номер 11 Владислав Винокуров. Номер 14 Максим Попов, главный тренер Аял Аргунов. Приглашается стартовый состав команды Черепчинского Улуса. Номер 2 Роберт Захаров. Номер 3 Иннокентий Филиппов. Номер 5 Игорь Афанасьев. Номер 9 Дима Аржаков. Номер 10 Тускул Лавров, капитан команды. Номер 11 Валера Гоголев, либеро команды. Главный тренер Альберт Бродников. Представлены основные составы играющих команд. Первый судья Аркадий Ефремов. Команда Чурапчи начинала данное соревнование в группе «Б». В группе она выиграла команду Намского Улуса со счетом 3-1, но проиграла сборной команде Татинского Улуса со счетом 1-3. В четвертьфинале команда встречалась со сборной города Якутска. К сожалению, проиграла со счетом 3-0. Сборная команда Мегина Кангаласского Улуса была в группе А. Уверенно выиграла команду Среднеколымского Улуса со счетом 3-1. Но споткнулась об сборную команду Алекминского района. Проиграла со счетом 1-3. В четвертьфинальном поединке противостояла сборной команде Мегина, противостояла дружная команда из Ленского района, которая выиграла со счетом 3-1. 2-0. Напомню, что победитель встречи встретится со сборной команды Намского Улуса, а проигравшая команда встретится с командой Северо-Восточного федерального университета. 3-0. Первая партия. Счет 3-0. Ведет команда Чурапчинского Улуса. Ошибается Тускул Лавров. 1-3. Основной доигровщик команды Чурапча. Чемпион спортивных игр АМА 2019. Ну, по ходу игры познакомимся 4-1. с каждым членом команды. Вадим Оконечников, связующий команды. Молодой тоже связующий. Пять-один. 5-1.
в пользу команды Черепчинского улуса. В поле попадает Вадим Оконечников. Очень отрадно, что 20-летний волейболист надежно подает силовые подачи. Причем усложненная силовая подача. Первый тайм-аут взяла команда Мегина Кангаласского улуса. Но это только начало первой партии. Лидер команды Мегина Кангаласского улуса Аял Аргунов просит от своих коллег хорошего акцентированного нападающего удара. Тайм-аут пошел на пользу команде Мегина Кангаласского улуса. Ошибается Вадим Оконечников. Максим Попов подает. Дважды спасают в защите мяч после ударов Иннокентия Филиппова. Третий раз Иннокентий Филиппов сам ошибается. Да, задевает, то есть направляет мяч в трос. Аут посылает Максим Попов. Мяч. 7-3. Обе команды довольно молодые. Средний возраст где-то, наверное, обоих команд по 20-22 года. Желание играть 4-7. у каждой команды. Нападал Владислав Винокуров, 11 номер. Пронес своей команде нужное очко. 4-7. Хорошая подача. Молодой Дмитрий Ржаков. 2 метра рост у этого молодого волейболиста. Вчера тоже 8-4. очень надежно сыграл. Уверенно выходил. Предлагал себя первым темпом. Уже 4-9. Второй номер команды Чурапча Роберт Захаров. 20-летний волейболист, 1,82 м. Надежная подача. Постраховал Роберт Захаров своего либера. Аял Аргунов. Спотыкается мощный блок чурапчинской команды. Там стоит, да, центральный блокирующий двухметровый Дима Аржаков. 10-4. Мы слышим, скандируют болельщики команды Чурапча. 11 очко зарабатывает команда Чурапчи. И при счете 4-11 тайм-аут берет команда Мегина Кангаласского улуса. Девятый номер показали нам Дмитрия Ржакова. 19-летний волейболист. Хороший рост для нашего волейбола. 2 метра. Надежная подача.
Тускул Аргунов сбрасывает мяч. Подстраховали вовремя свой блок. Тускул Лавров на месте. Не растерялся в этой ситуации доигровщик Черепчинской команды Игорь Афанасьев. И выиграл для своей команды 12-е очко. Еще раз атака через Аяла Аргунова. На этот раз Аял Аргунов пробивает блок, выигрывает 5-е очко для своей команды. Да, пролетел мяч между руками блокирующих. Иннокентий Андреев подает. Попадает в площадку Игорь Афанасьев. 13-5. Самый край лицевой линии попадает мяч. Хорошая подача. Ну и, конечно, здесь растерялся и Тускул Лавров, и либеро команды Валера Гоголев. Не поняли друг друга. Да, это, конечно, все мячи, перелетающие через сетку, задача либера. Либера должен отыгрывать в защите более 50% мячей. 14-6. Счет тем временем стал 14-6. Ошибаются игроки Мегана Кангаласского улуса. Подачи. Тускул Лавров, лидер команды Черепчи, делает замечание своему молодому подопечному Диме Ржакову, что необходимо держать подачу, потому что игра ответственная. И Игнатий Прохоров, к сожалению, попадает в трос. Успел бы, наверное, поднять Игорь Афанасьев этот мяч. 15-7. Тускул Лавров на наших экранах. Аут. Улетает мяч. Все-таки судья усмотрел касание мяча, касание блока. И мяч переходит на сторону сборной команды Мегана Кангаласского улуса. Отыгрывает Иннокентий Филиппов. Второй нападающий удар в исполнении Иннокентия Филиппова 16-8. приносит очко. В составе сборной команды Черепчинского улуса 3 чемпиона спортивных игр народов Якутии 2019 село Амга. Это Тускул Лавров, Иннокентий Филиппов, ну и, конечно, бессменный главный тренер сборной Альберт Бродников. Остальные игроки уже играют в других командах. Это Владимир Сидоров, город Якутск, Василий Тумфали за сборную команды города Якутска, Евгений Пестряков, Пестерев, команда Черепчи прет как танк, выигрывает 18 очко. Мотивированно ребята вышли на площадку, на данную игру. Хорошая подача. Третий номер Иннокентий Андреев набирает 9 очко. Блокаут. Улетает мяч. На подачу Максим Попов. Укороченная передача за голову в адрес Игоря Афанасьева.
Счет становится 19-9. В стык попадает Игорь Афанасьев. Иннокентий Филиппов, центральный блокирующий. Хорошая планирующая передача. Блок отработал результативно. Да, заставили ошибиться блокирующие Аяла Ргунова. 29. 29. Хороший прием в исполнении либера. Да. Отведенный мяч. Аял Аргунов. Туско Лавров тут как тут. Еще раз нападение через Аяла Лаврова. Подключают Игоря Афанасьева. Мяч до него не долетает. Оставляют мяч в игре. Но, к сожалению, не успевает Вадим Оконечников на уходящий мяч. Направляет его в аут. В хорошем настроении пребывает Вадим Оконечников. Да, к сожалению, 5-й номер сборной команды Мегана-Кангаласского улуса ошибается. Алексей Шепелев. Егор Винокуров. Игрок под номером 7 выходит на площадку. Это Егор Винокуров. 20-10 на табло. Цепляет блок Ржакова мяч. К сожалению, сам Афанасьева, извиняюсь, ошибся Игорь Афанасьев. Иннокентий Андреев. Туско Лавров ошибается. 12-21. Немножко не успел на укороченный мяч. И снова через Тускула Иванова. Поднимают мяч в защите игроки сборной команды Чарапчи. И Игнатий Прохоров пробивает блок Тускула Лаврова. 13-21. Сокращает в разрыв в счете. Счет становится 13-21. Мегана-Кангаласская команда будет подавать. Андреев Иннокентий. Застоялся Дмитрий Аржаков. 14-21. Да, неудачный прием. Находит возможность перекинуть мяч Туско Лавров. Да, не хватает высоты прыжка Дмитрию Аржакову. Ну и при счете 15-21 тайм-аут берет команда Чарапчинского улуса. Команда Мегана-Кангаласского улуса начинает просыпаться. Команды в спокойной обстановке обсудили все свои действия. Аркадий Ефремов, первый судья встречи. Дает свисток на подачу. Продолжает подавать Иннокентий Андреев.
Хорошая доводка. Подключают Дмитрия Аржакова. Чуть Дмитрий Аржаков не потерял мяч. Заблокировали Игнатия Прохорова. Подключается Игорь Афанасьев. Блок-аут. 22-15. И 22 очко выигрывает команда Чурапчинского Улуса. Пошел сам подавать виновник или победитель данной игровой ситуации. Хорошая подача в исполнении Игоря Аржакова. 23-15. На вылет эйс. Не справляется либеро команды Мегина Кангаласского. Еще становится 23-15. И еще раз хорошая силовая подача. Даже вот не успели шелохнуться. 15. Игроки просто проводили взглядом. 24-15. Первый сетбол у команды Чурапчи. Ошибается Игорь Афанасьев. 16-24. 16-24. Дарит 25-е очко Егор Винокуров. Первую партию со счетом 25-16 выигрывая команда Чурапчи. Повела в счете в этой партии 1-0. Хорошо сыграли волейболисты команды Чурапчи. Команды готовы выйти на площадку. Ждут приглашения судьи. Надеюсь, что ребята не убавят обороты. Покажут во второй партии еще более интересную, захватывающую борьбу. Счет 0-0. Вторая партия. Дмитрий Аржаков, высокорослый игрок сборной команды Чурапчи.
двухметровый гигант. В российском волейболе самый высокий центровой, ростом 2,20. В свое время доминировал своим ростом Мусырский. Ошибка у игрока Чурапчинской команды номер 14 Максима 1-0. Попова. Мяч задевает верхушку антенны. Дмитрий Попов, извиняюсь, Дима Аржаков. Иннокентий Прохоров. 1-1. Комбинация, сыграли комбинацию. Практически взлет за головой. Тусков Иванов перебрасывает блок Максима Попова. Поднимает задней линии мяч защитники команды Чурапчи. Ошибаются игроки 2-1. Мегино-Конопластской команды. Трос попадает Максим Попов. Тускул Лавров на подаче. В аут улетает мяч после нападающего удара Игнатия Прохорова. 3-1. И счет становится уже 3-1. Команды первой партии практически безошибочно подавали подачи. Очень внимательно атакует, ставит блок Игорь Афанасьев. К сожалению, задел сет. 2-3. Игнатий Прохоров готовится на подачу. К сожалению, улетает в аут подача. 4-2. Вадим Оконечников. 1,81 м. 20-летний разыгрывающий. Хороший рост для разыгрывающего. Ну и хорошая подача в исполнении Вадима Оконечникова. Не получилась атака у Аяла Аргунова. 5-2. Еще становится 5-2 в пользу команды Чурапчинского Улуса. Очень активно действуются, активно двигаются волейболисты Чурапчинского Улуса. Да, немного не успевает на мяч Тускул 3, Иванов. 5. Это Тускул Лавров. На подаче тем временем Максим Попов, 14 номер. Хороший прием. Роберт Захаров забивает 6-3. мяч, обводя одиночный блок, и приносит команде своей 6-е очко. Иннокентий Филиппов. Не сориентировался Вадим Оконечников на этот мяч. 4, Не смог 6. подбить вверх. Четыре 6. Продолжает подавать
Оставляет очень сложный мяч в игре. Игрок команды Черепчи. Тут как тут. Дмитрий Аржаков. Еще раз предлагает себя Дмитрий Аржаков в третьей зоне. Да, ошибается Максим Попов. 7-4. Надежно играют в защите ребята из черепчинской команды. Очень друг друга подстраховывают, что позволяет оставлять в игре сложные игры, сложные мячи. Вау! Улетает мяч после удара Алексея Шепелева. При счете 4-8 тайм-аут команда Мегина Кангаласского Алуса. И при счете 4-7, 4-8 тайм-аут берет команда Черепчинского Улуса. Подгоняемая своими болельщиками черепчинская команда идет вперед. Роберт Захаров на ваших экранах подает. Да, уверенная подача. Зачехлили Аяла Аргунова. Игорь Афанасьев приносит своей команде очко. Успевает либеро поднять мяч. Вовремя подстраховали друг друга игроки черепчинской команды. Сыграли крест. Аял Аргунов скидывает мяч в пустую вторую зону. 5-9. Помешали друг другу. Помешал Кускулу Лаврову Дмитрий Аржаков. Да, опыт 7 ошибок трудных для Дмитрия Аржакова. Я думаю, то, что для него очень ответственные соревнования. Первые. Забивает, исправляет свою ошибку, забивает и приносит очко своей команде. Игорь Афанасьев, силовая подача. К сожалению, мяч попадает в своего же игрока. 7-10. Аял Аргунов. Ошибка при постановке блока. 11-7. Признается, что коснулся сетки Гелуштан Варламов. 11-7. Дима Аржаков на подаче. И снова играет за головой. Хорошие защитные действия, продемонстрировал реакцию либера команды Мегина Кангаласского Улуса. Но в последующей игровой ситуации ошибается Тускул Лавров. В сетку попадает мяч.
Блокаут. — 12-8. Да, ошибается Иннокентий Филиппов. Мощный удар в исполнении Игнатия Прохорова. Начинает заводиться Игнатий Прохоров. 13-8. Да, к сожалению, мяч улетает в аут. Тускул Иванов на подаче. Хороший прием. И очковый мяч выигрывает Иннокентий Андреев. Номер 3. 9-13. Счет становится 9-13. Лидер команды Игнатий Прохоров. Прием. Мощный удар в исполнении Иннокентия Филиппова. Неплохо они взаимодействуют с Вадимом 14-9. Конечниковым, со своим связующим. Вадим Оконечников методично подает эйсы. 15-9. Подбадривают его и зрители, и коллеги по команде. Мощный удар в первую зону. Не ждал этого удара либеро команды. 10-15. Валера Гоголев. Сброс. Отыграл либеро этот мяч. Остается мяч в игре. И Игорь Афанасьев грамотно распоряжается 16-10. данным мячом. 16-10. Хороший, интересный игровой эпизод продемонстрировали с обоих сторон игроки. Иннокентий Филиппов. Остается мяч в игре. Мегин и Конглас остались без нападения. К сожалению, Игорь Афанасьев 11-16. направляет мяч в аут. Разыгрывали комбинацию крест. Немножко не получилась передача по высоте от Вадима Конечникова. Но этот мяч улетает в аут после подачи 17-11. Максима Попова. В этой встрече игроки Мегино-Конгласской команды чаще, конечно, ошибаются при подаче. Черепчинские игроки практически исключили ошибки при подаче. 12-17. 12-17. Вторая подряд подача в исполнении игроков Мегино-Конгласского Улуса улетает в аут. При этой острейшей борьбе игроки дарят мяч. Без борьбы хорошая силовая подача в исполнении Игоря Афанасьева. 19-12. Достойно проводит он эту встречу. К сожалению, вторая подача улетает в аут. 13-19.
Ошибку зафиксировал судья при второй передаче. 14-19. Частенько ошибаются, да, связующие. При второй передаче. Хороший прием. Подпущение первого темпа. Ну и Дмитрий Аржаков. Дима Аржаков 20-14. несильным ударом выигрывает очко. Самое главное вовремя выпрыгнуть и попасть по мячу. Двадцать 14. Постраховали Тускула Лаврова. -15-20. Да, практически с места нападал Тускул Лавров. Там был двойной блок. Густан Варламов, номер 8. Капитан команды Мегина Кангаласского Улуса на подаче. Немножко не давили мяч. Зарабатывает очко Тускул Лавров. 21-15. Чужой мяч. 22-15. Да, практически чужой мяч останавливал 9-й номер связующей команды Мегина Кангаласского Улуса. Закрывает Иннокентий Филиппов и Игнатия Прохорова. 23-15. И буквально за короткий промежуток времени черепчинская команда набрала 4 очка. Не ждал, не готовый стоял к этому мячу Игорь Афанасьев. 16-23. Замена команде Мегина Кангаласского Улуса. Вместо игрока номер 1 на прямых практически ногах стоял в защите. О чем подсказывает Тускул Лавров. На подачу вышел 17-й номер команды Юрий Харитонов, 22-летний волейболист, 1,82 м. Справился с задачей. Иннокентий Филиппов оставляют мяч после его сильного нападающего удара. Вадим Оконечников. Остается мяч в игре. Блок пробивается 14-м номером Максимом Поповым. Да, ровно в стык попадает Максим Попов. Подключается Игорь Афанасьев. Да, в борьбе за верховой мяч 24, выигрывает 17. Иннокентий Филиппов. Сетбол у черепчинской команды. И на подаче Вадим Оконечников. Очень стабильно подает силовые подачи. Немножко не попал, не рассчитал траекторию мяча Вадим Оконечников. Мяч улетает в аут. 24-18 и 25 очко
Выигрывает команда Чарапчинского Луса Выиграла и команда выиграет вторую Чарапчинского партию. Луса. Счет в партиях 2-0. Команды вышли на площадку. Третья партия встречи между командами Мегино-Кангаласского Улуса и Чарапчинского Улуса. Счет в партии 2-0 ведет команда Чарапчинского Улуса. Выигравшая команда будет играть за 5-6 место со сборной командой Намского Улуса. Но пока в этой встрече ведет команда из Чарапчи. На подаче Аял Аргунов. Прием. Мощный удар вышедшего на замену игрока номер 1 Аяна Кулара. Вчера
Позавчера этот выходил на замену, играл. Вот, уже выиграл второе очко для своей команды. Аян Кулар тоже стабильно подает, надежно играет в защите. Он не успел сгруппироваться и поднять этот мяч Игорь Афанасьев. 1-2. Джулустан Винокуров на ваших экранах. Да, отведенный был неудобный мяч для Роберта Захарова. 2-2. Строс попадает мяч. 2-2. Оживились зрители и поклонники Мегино-Кангаласской команды. Группа поддержки. 3-2. Счет уже становится 3-2. Да, снова ошибается Роберт Захаров. Мяч перекатывается через трос. Повезло команде Мегино-Кангаласского Улуса. 3-2. Выходит вперед команда Мегино-Кангаласского Улуса в третьей партии. Хорошая подача, третья. Не успевает перенести руки Вадима Конечников. Мяч от его рук улетает в аут. Хороший мощный удар в исполнении Максима Попова. 5-2. Хороший прием. Укороченная передача. Остается мяч в игре. Ошибается Максим Попов. 3-5. 3-5. Хорошо в защите сыграла либеро команды Валера Гоголев. Вадим Оконечников, связующий команды. Молодец. Мощная подача. Сброс. Жалко, что после нападения Роберта Захарова и 6-3. Игоря Афанасьева мяч улетает в аут. Игнатий Прохоров, лидер команды. Заблокировали Иннокентия Филиппова. И снова ошибается Игорь Афанасьев. 7-3. И у команды Мегино-Кангаласского Улуса уже +4. Аут. Улетает мяч. Огорчен Прокопий Прохоров, Игнатий Прохоров. Простой переброс мяча. Дмитрий Ржаков выигрывает 5-е очко. 5-7. Сокращает разрыв в счете.
Надо разыграть хорошую комбинацию. То, что и делает Вадим Оконечников. На разорванном блоке выводит 6-7. 5-го номера Игоря Афанасьева. Доводка после сильного удара. Роберт Захаров. При счете 7-7. Тайм-аут команды Мигена Кангаласского Алуса. Более точно начали доводить мяч до своего связующего игроки Черепчинской команды. Подвигались в защите. Сократили разрыв, который был +4. Счет 7-7. Хороший динамичный отрезок продемонстрировали волейболисты с обоих сторон, обоих команд. Болельщики Черепчинской команды пристали. Одиннадцатый номер Владислав Винокуров пробивает блок. Не ожидали такого удара. 8. Игроки Мигена Кангаласской команды. А исполнителем этого удара был Роберт Захаров. Аут. Улетает мяч. Рисковал, да, Аял Аргунов рисковал. Была безвыходная ситуация. Либо рискуешь, либо просто перекидываешь мяч и получаешь мощную атаку. Блок смягчает сильный удар. Мощный удар от Аяна Кулара. Затяжной прыжок и резкий удар по мячу приносит результат. 10-8. Команда Черепчинского Улуса выходит вперед, уже отрывается на 2 очка. По пальцам рук целенаправленно бил Аял Аргунов. Блок. Аут. Да. Потом через высокого Дмитрия Ржакова. Крест разыграли черепчинские волейболисты. 11-9. Да, практически без блока атаковал Аян Кулар. Аут. Улетает мяч. Плюс 2. 11. Отрыв сохраняется. Хороший прием. Сброс в исполнении Вадима Оконечникова. 12-10. Частенько он применяет этот прием, зная, что блокирующий не успеет, либо стоит чуть в сторонке от него. Заблокировали Игнатия Прохорова. Мяч остается в игре.
Аял Аргунов. И снова Аян Кулар. 13. Подряд или 4-е, или 5-е очко лично зарабатывает Аян Кулар. К сожалению, Дмитрий Аржаков посылает мяч в аут. 11-13. 11-13. Ждем от Аяла Аргунова сильную подачу силовую. Чужой мяч зацепил Вадим Наконечников. 12-13. Еще становится уже 12-13. Да, нужно было не останавливать этот мяч, а блокировать. Ровно в темп попадает Аян Кулар на передачу своего связующего. 14. Мощная, очень красивая комбинация. Да, вот видите, как блок улетел в 4-ю зону. Нападение осуществлено между 3-й и 4-й. Аян Кулар сам подает. Блок! В исполнении Иннокентия Филиппова. 15-12. 15-е очко зарабатывает команда Чурапчинского Улуса. 1 в 1 ловит Иннокентий Филиппов. Там Максим Попов приносит своей команде очередное очко. 15. 13-15. И снова сбрасывает мяч Вадим Наконечников в сторону соперника. Подключает Иннокентия Филиппова. 16-е очко зарабатывает команда Чурапчинского Улуса. Вадим Наконечников ошибается. Устал, наверное, усталость все-таки сказывается. 14. Как связующий он практически соприкасается к каждому второму мячу. Потому что напряженная игра. 16-14. Игнатий Прохоров на подаче. Доводка отличная. Чуть не пропустил этот мяч Игорь Аржаков. Максим Попов. Еще раз Максим Попов. Да, не получается с передачей. 1 в 1. Ловит Максим Попов Игоря Афанасьева. От своих действий игроки получают огромное удовольствие, что блокирующий, что нападающий. Иннокентий Филиппов. 17-е очко не дает приблизиться к счету Мегино-Кангаласской команде. Сохраняется уже длительное время разрыв 2 очка. Подача Иннокентия Филиппова. Да, к сожалению, ошибается связующий Джолуштан Варламов. 18-15. Самый необходимый момент, в самый неподходящий момент. Иннокентий Филиппов, да, практически без подготовки подавал. Ну и в результате ошибся. 16-18. Максим Попов на ваших экранах. Да, трос
17-18. Попадает Роберт Захаров. +1. Да, не согласен с таким разрывом Дима Аржаков. 19 очко приносит своей команде и сохраняет разрыв в счете. Роберт Захаров на подаче. Вау! Чехля Владислава Винокурова. 20-17. При счете 17-20. 17-20. Команда Мегана Кангаласского Улуса. Берет тайм-аут команда Мегана Кангаласского Улуса. Роберт Захаров настраивается на подачу. Оставляет либера команды Черепчинского Улуса мяч в игре после сильного удара. Простой сброс. Поднимается мяч. Да, чересчур определенный мяч. Не ждал такого мяча Аян Кулар. Замена команде Мегана Кангаласского Улуса. Ошибся. Игрока номер 11 на площадке выходит игрок номер 3. Извинился за свою ошибку перед своими игроками. Номер 3 на подаче Андреев Иннокентий. Посмотрим, какая у него подача. Справятся ли игроки черепчинской команды. Справляются. Дима Аржаков. 21-18. 21 очко приносит своей команде Дима Аржаков. Ошибается Игорь Афанасьев. 19-21. К сожалению, ошибается Аян Кулар. Чересчур хотел, наверное, бить хорошую передачу до пола. Под себя подбил. 18-21. Справляется с приемом. Ну, и, конечно, не подстраховали Игоря Афанасьева. И при счете 21-21 берет тайм-аут команда Черепчинского Улуса. Замена в команде Мегана Кангаласского Улуса. На подачу вышел игрок под номером 17 Юрий Харитонов. Молодец, справился с задачей. Заблокировали Дмитрия Аржакова. Игнатий Прохоров. 21. Да, вовремя поднялся
исправляет ошибку своего коллеги 22-22. Аян Кулар. Счет становится 22-22. Дмитрий Аржаков. Дмитрий Аржаков будет подавать. Замена команде Черепчинского Луса. Замена. Вместо игрока номер 9 на Вместо площадку игрока выходит игрок номер 4 Альберт Корякин. 9 Дмитрия Аржакова выходит на площадку Альберт Корякин. 22-летний волейболист. 1,84 м. Готов к игре. Молодец. Сброс дарит Игнатий Прохоров. 23-е очко Магно-Кангаласской команде. 23-22. Расстроен Игнатий Прохоров. Эмоции. Мощный удар в исполнении Аяла Аргунова. 23-23. Хорошая концовка получается. Аян Кулар. 24-е очко. 24-23. Хороший затяжной прыжок у Аяна Кулара. Матч-бол. Оставляют мяч в игре. Максим Попов. Блогаут. 24-24. Вернулся игрок номер 11 Владислав Винокуров. Мяч задевает руку Иннокентия Филиппова. Иннокентий Филиппов. Вадим Оконечников. Тут как тут. И снова ошибка у связующего. Роберт Захаров. 25-е очко выигрывает для своей команды. 25-24. И второй матч-бол у команды Чурапчинского Улуса. И на подаче Вадим Оконечников, разыгрывающий команду Чурапчинского Улуса, просит протереть мяч. Правильно делает. Да, сейчас очень ответственный момент у Вадима Оконечникова и всей его команды. Достает Вадим Аян Кулар мяч. Подключился сам к атаке. Аут! Улетает мяч после нападающего удара Владислава Винокурова. Хорошая была мощная атака. Со счетом 26-24. Достойную победу одерживает команда Чурапчинского Улуса. С чем мы ее поздравляем. Желаем дальнейших побед. Команда Чурапчинского Улуса будет бороться за 5-6 место. На этом мы сегодня заканчиваем трансляцию с 4-го дня соревнований по волейболу.
Много времени проводите на ногах? Сложно выбрать, удобно или красиво. Представляем вам летнюю обувь «Комфорт». Эти кроссовки подойдут и женщинам, и мужчинам. Они имеют широкий размерный ряд от 37 до 45 и универсальный дизайн. Идеальная пара. Удобная, долговечная и недорогая. Невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Кроссовки представлены в 5 цветах: бордовый, светло-серый и темно-синий, а также в классических черном и белом цветах. Светло-серый идеально дополнит современный повседневный образ. Бордо подойдет ярким, энергичным женщинам, предпочитающим более элегантный стиль. Темно-синие или серые идеально впишутся в мужской гардероб, а черные или белые – это нестареющая классика, которая будет уместна в любом образе. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Подошва кроссовок амортизирует при ходьбе. Эффект достигается благодаря особому вспененному материалу, из которого она сделана. Верх кроссовок сделан из сверхпрочного износостойкого сетчатого материала. Благодаря своей особой структуре он позволяет ноге свободно дышать. Не можете выбрать? Возьмите сразу 2 пары. Только сегодня действует невероятное предложение. Цена летней обуви «Комфорт» от 799 рублей. Закажите кроссовки «Комфорт» на лето себе и своим близким. Благодаря тянущимся свойствам верха, летние кроссовки «Комфорт» подойдут на ногу любой полноты. В летних кроссовках ваша походка станет более легкой и быстрой. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Будьте спокойны, если у вас широкая нога или высокий подъем. Кроссовки удобно сядут на любую ногу благодаря эластичности материала. Кроссовки «Комфорт» совершенно невесомые. Купив кроссовки «Комфорт», вы сразу оцените эту невероятную легкость в ногах. Сделайте заказ прямо сейчас. Красиво? Да, но главное – очень комфортно. Ведь в летних кроссовках не только удобная гибкая подошва, эластичный верх, но еще и дышащая стелька, что особенно важно в жаркую погоду. Кроссовки «Комфорт» стираются в обычной стиральной машине. Они легко очищаются, быстро сохнут и не теряют форму. Вы можете купить эти кроссовки не только себе, но и в подарок. Вам просто нужно знать размер. Это идеальная дистанционная покупка. Наши кроссовки садятся на ногу любой полноты и подъема. Эта универсальная модель подходит и мужчинам, и женщинам. Размерный ряд от 37 до 45. Звоните и заказывайте свою пару «Комфорт» прямо сейчас по уникальной цене от 799 рублей. Звоните прямо сейчас. Предложение ограничено. Bılışlak günge, miçer gün süder bekke. Dumanlak dünge, dimtik gün büder bekke. Sılasının belekti duran miyeğe örü. Sulusta kalan biyeğe ere anan. Bu doktordular, eyeğe surularlar. Kıtıskıtan settim, hana dağını ıpat ebiptin. Atigar erin, min var bolum, çoluğunan tolorum. Atigar erin, min var bolum. Nöksen dolgu yerde gemiге Aktılan kuruz güne dağını ünler Taptalın gün sulus bu terkeğeden bilebin Enere taskar bar bolokun bağardım Orguydu kıtıskıttan sedek bin sananda bin Jolbun bulamın, taptal tuğunan ere, ıllı
Мен бар болом жолунан толором аттигар эрин мен бар болом Tolorom atigar erin atigar erin men bar bolom jolunan tolorom atigar erin men bar bolom atigar It's our summer. Rosco. Gömüstün almastın tula bari hılla Cerenkey ünkülek oğul kay toyda sayın Sayın gelbi Toyduga Joloktu kalarak Mereke kedeke Sayın Sayın gelbi Kuyas 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 Olgut ilge ilge Sayın 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 gelbi about that summer night when our eyes first met and our secrets were revealed. The way we stood there, hesitating. Do you remember it, my dear? The way we stood there, hesitating.